вообще начать с вот этого идиотского мема из ТикТока, типа, ой, испугался, привет, не бойся, а вдруг как он там идет, я не знаю. Но я решила этого не делать, чтобы не умерли от кринжа. Потому что кринж будет дальше. Замай хухря! Вообще все вместе. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Да, это последний стрим. Вы знаете, я всю неделю спокойно жила с этой мыслью. Что типа, блин, в субботу сейчас последний стрим. Ну, не, ладно. А сейчас я, знаете, чем ближе был этот стрим, тем больше меня мандражило. Меня так трясло от какого-то страха. Мне так сильно хотелось плакать, прям пипец. Думаю, еще успеем наплакаться, по крайней мере я. Я сдерживала в себе эмоции вообще как очень-очень сильно. Ладно. Все, сейчас соберусь и начнем нормально болтать. Короче, сегодня все равно стрим планирует быть очень интересным. Мы с вами посмотрим всякие клипы со мной на Твиче. К сожалению, мы не сможем посмотреть клипы на Ютубе. Как минимум у Ситри есть очень большой офигенный клип. Но Ютуб сейчас не работает, так что, увы и ах, из этого. Ну ладно. А еще я хотела бы очень сильно показать вам материалы, которые я успела сделать для стримов, но не использовала по тем или иным причинам. Покажу, расскажу. Короче, тоже должно быть очень интересно. У меня там довольно большой списочек. Так что очень много всего прикольного должно быть. Ты решила там все мемы выложить мои? Да! Я, кстати, я реально, я смотрела все мемы, и я сижу, такая, нифига себе, а какие крутые мемы, чё я, дура, блин, их не выкладывала, а? Там некоторые реально в предложке уже год лежат. Я не знаю, почему я их не выкладывала. Они офигенные! Так что сейчас в мою группу каждую минуту выкладывается мем, который уже пылился год. Ну и ладно, главное, что выложили. Мемы очень классные, прям вообще. А это я там был, это везде был. Ой, мне как я без тебя? Все будет хорошо, я возрожусь еще раз. Один раз сдохла, воскресла. Что, второй раз, что ли, не смогу? На изи. Если что, я подсказки уже оставила как минимум в посте, где я сообщаю о своем последнем стриме, да. А прошлый стрим, за который мне немножечко стыдно и неловко за него, там тоже есть подсказка. И тут тоже будет. Так что все будет нормально. Но я же хотела потом на протяжении какого-то времени выкладывать. А, да. Папа. Ну я пускай уже выкладываются, ладно. Ну я думаю, ничего страшного, все равно я тебя модератором сделаю. Да, я оставляю Хлебу группу. Он будет ее вести какое-то время, пока я там, не знаю, не возражусь снова, наверное. Ну ты меня хорошо слушаешь, я тебя поняла, извини, пожалуйста, возможно, я не так поняла. Я думала, ты новый контент будешь выкладывать, поэтому я прям сразу такая лихо и на ура, знаешь, решила сделать. Прости, пожалуйста, прости. Ужас. В общем, сменим тему, да? Я вообще спокойно так себе жила, сидела с мыслью о том, что стрим будет у нас последний. Конечно, мне немножечко тяжеловато сейчас, особенно морально это осознавать. Я не знаю, прям вот настигла меня в данный момент вот эта вот мысль, типа, все, Воми, ты отрекаешься от своего имени, от своего бренного тела. И как мне жить-то дальше? Но я понимаю, что это необходимость, и, в принципе, нужно идти вперед и не оглядываться. Меня iPhone подводит еще, я не знаю, он иногда стримерский мод выключает почему-то, я не знаю. Он тоже не хочет, чтобы я уходила. Давай, выкладывай мемы, еще накрепаем, я в тебя верю. Отец молодец, не плачь. Отец молодец, не плачь, выпей пиво. У меня, кстати, тоже пиво. У меня тоже пиво. Я, короче, пока я ждала, пока люди наберутся, да, там вся ерунда, когда включила стрим, мне папа написал такой в оперативном порядке, такой, доча, тут, короче, пиво есть. Иди бери, это прощальный подарок в Амитории. Ну я сейчас теперь с пивом сижу, с безалкогольным, конечно же, я не пью алкоголь. Я не пью алкоголь. Вообще, давайте немножечко тогда погрустим, да? Я тоже хочу, давай заходи, я тебе покажу где. Потом возьмешь, попьешь под мой стрим. Мне вообще это решение дало... Да. Сейчас, ладно, мне необходимо выпить пиво перед тем, как продолжу говорить. Какое хорошее. Я слышу, сестра идет, походу. В общем, мне это решение далось очень тяжело об уходе, потому что я вообще очень сильно привязалась к своему образу. Я стесняюсь. Да что, кого ты стесняешься? Я тут одна сижу, болтаю с людьми. С нулями и единицами, понимаешь? Типа, чего ты стесняешься? Системный код. Я, кстати, еще в анонсе стрима вместо слез видел глаза, я не сразу понял, какую эмоцию юзать.
Вообще невооруженным глазом реально кажется, что у меня просто косоглазие. Ну нет, это я так слезы нарисовала мультяшно. Не похоже, да? Не говорите мне этого. Не говорите мне этого. Я вообще рисовала довольно, ну, в жестком темпе, скажем так. Надеюсь, вам понравится итоговый результат, который... Короче, это не полная картинка, да? Это всего лишь часть. Вы ее увидите обязательно. Это чтобы не было грустно. Но это, знаете, типа... Как выявить пессимиста и как выявить оптимиста, да? Оптимист увидит, что у меня косоглазие, хотя, в принципе, чего там такого оптимистичного, да? А пессимист увидит, что я плачу. Вот та же самая тема абсолютно. Ладно, хорошо, рассказывайте, как у вас дела, помимо того, что я ухожу и вы веселитесь, бухаете, да? Вообще, просто у меня такая классная идея появилась, которая, к сожалению, сейчас не вяжется с моим нынешним опытом, поэтому я решила от него отречься хотя бы на время, да. И вот перейти в новую степь, скажем так. Потому что я пессимист. Да все хорошо, пессимист молодец будет. Все, я вернусь. Ты меня найдешь. Мы продолжим веселиться. Я не бухаю. А, так вот, что ты грустишь. Я думала, ты грустишь, потому что я ухожу. Говорим вчера, правда. А, точно, вчера. Получается, позавчера, 31 октября. Позавчера же Хэллоуин было, я не отмечала. Я вообще, знаете, я очень долгое время планировала, кого же я могу закосплеить, да, в кого же я могу нарядиться, блин, на Хэллоуин. Я думала нарядиться в Джилл Валентайн из Resident Evil 3 оригинала, да, оригинальный костюм. Потому что у меня, в принципе, было все. Но на улице было ужасно холодно. Я каждый раз, когда стояла на автобусной остановке, я думала, я отморожу себе ягодицы, коленные чашечки, все отморожу себе, потому что реально невозможно просто стоять на улице. И я поняла, что нет. Отметаем Джилл Валентайн. К сожалению, я не могу сделать мою любимую женщину из Резидента. Да? Потом я думаю, кого же еще можно сделать? Такая сижу. Блин, наверное, Марию и Сайлент... Ой, не Марию. Для Марии у меня, конечно, есть одежда, но она не того цвета. Именно Мэри. Мэри из Silent Hill 2. Ты по-идиотски это сказал. Но тоже идея оказалась провальная, потому что у меня нету кардигана, как у нее. Вернее, есть у моей мамы, но я не думаю, что она позволила бы мне щеголять в этом кардигане, потому что он довольно старенький. В общем, в итоге я просто выглядела как обычная я. То есть, довольно хреново. Ну и фиг с ним. В следующий раз. Не, реально, у меня теперь просто цель к следующему Хэллоуину подготовиться прямо основательно. Нарядиться в какой-нибудь косплей и ходить щеголять. Потому что, ё-моё, время уже отмечать Хэллоуин. Извините, в американских фильмах это все так классно и прикольно выглядит. Я тоже так хочу, может быть. А? Угу. Я говорю, потому что ты уходишь, мой любимый стример. Я вернусь еще в большем масштабе. Там такой сюжет я придумала, прям вообще закачаешься. Судьба сжалилась надо мной, и нас отпустили домой раньше, чтобы я успела сделать дела и прийти на стрим. О, как хорошо! О, как хорошо! Судьба реально тебя залюбит. А еще мне нужно как-то за неделю сделать проект. А проект большой должен быть? Потому что реально с проектом лучше никогда не затягивать. Всякие вот такие вот штуки, которые требуют прям какого-то твоего основательного внимания, на последний день лучше не оставлять. Я говорю как человек, который постоянно оставляет все реально до последней недели. Ты потом в таком оперативном порядке работаешь, это кошмар. Легче сдохнуть. Возможно, это со мной произошло. Кто знает? Кто знает? У меня еще голос какой-то тихий, я не знаю, наверное, я приболела или еще что-то. А, не, я сегодня же с сестрой. Я поняла, почему мне голос чутка севший. Ёшкин ты матрешкин, я не заболела. Сталкер, привет! Я что-то сматерилась. Нельзя, у нас православный канал. Ёшкин матрешкин, пойдет нормально. Сколько вы там мемов наклепали, меня уже уведы задолбали. Там их 90 штук, я не знаю, почему я их вовремя не выкладывала, потому что они офигенные. Всем ставить лайки, подписываться. А, можете не подписываться, в принципе. Отписывайтесь от группы. Ой, боже. Может, я с сестрой сегодня играла просто в 6-й Резидент, а нам надоело играть в Возмездие, и мы решили играть против друг друга. Я забыла, как называется режим. Там надо выстреливать друг друга, убивать, там да-да-да, вся ерунда. И я хотела себе ачивку. Стивовскую. Ее дают, если ты 5 раз подряд побеждаешь в этом режиме. Я сестру 4 раза из снайперки, прям реально, в соколиный глаз, сука, ее победила. А на 5-й раз она взяла гранатомет откуда-то и прям впритык в меня выстрелила, и я сдохла.
И я разозлилась и начала орать. Ну, конечно, в шутку, но, судя по всему, у меня из-за этого голос подсел чуть-чуть. Привет, я подсяду. Нет, ты убила сестру, а как ты угадал? Ну, там... мало. Извиняюсь, не умею читать. Ну, там плакат мне нарисовать надо, и презентацию с докладом сделать, соответственно. Я еще вам презентации покажу. Ну, вообще, у меня 2 только презентации. Одна прям вообще коротенькая, потому что, ну, там пипец как много всего надо было писать, именно в плане сценарном, да. И я с этим не справилась. У меня тогда не было вдохновения, потом я вообще на это забила. Ой, здоровье погибшим. Ну, реально, все, желайте моей сестре здоровья. Она стесняется зайти ко мне в комнату, чтобы взять пиво. Благо можно не в традишке. Ну в них традишки это вообще кайфово. Карамба, привет! Привет, Карамба! Как у тебя дела вообще? Хлебну воды, а то у меня слюни преобразуются в пену. Я как бешеный мангуст, но мне нафиг не надо быть бешеным мангустом. Не ради этого я отрекаюсь от своего тела, Ой, хотите, я вам покажу что-нибудь из того, что планировалось сделать именно для стримов? Но я не сделала, потому что я дурная. Какие-нибудь свои идеи расскажу, которые у меня были, которые я не смогла реализовать. Потому что я психически неуравновешенная, мне не нравится все, что я делаю. Нет, сталкера Дмитрия ответ, а у других людей какое мнение на этот счет? Ну, типа, в последний путь-то, дорогу-то надо хотя бы показать вам то, что вы могли узреть, но не узрели, да? Да, отлично. Отлично, отлично. Только домой вернулась, думала, на стрим опоздаю. Я вообще планирую подольше постримить. Не знаю, справлюсь я или нет. Надеюсь, справлюсь. Что мне хочется с вами подольше посидеть, но лишь бы мне, знаете, не умереть. Немножечко. Хотя, казалось бы, да? Сейчас давайте покажу, что у меня вообще такого есть. У меня очень много всяких штук. Сейчас посмотрим, что кого, зачем и как. Нет. Это я не покажу, ладно, не покажу. Это такая ерундулька вообще, не такая... Ну, ничего интересного, в общем. Так, если прямо из картинок что-то... Так, это так... Ага. Боже. Я, короче, знаете, что хотела сделать? Типа, такое мини-свидание с чатом, вся ерунда. В антураже Губки Боба, не знаю почему, потому что мне нравится. У меня тогда был период жесткий, мне почему-то очень нравилось Блин, я закрываю чат. Эстетически очень сильно нравилась Губка Боб. Да, я знаю, насколько это странно звучит, но люди сейчас эстетику находят во всем. Так что, в принципе, я считайте, как современное поколение, в принципе, довольно актуально. Вот, я хотела стоять вот возле окошка, типа, я вас зову. Вы пойдемте гулять, там вся ерунда. И, в общем, я зачем-то до сих пор это изображение храню. Реально, он уже год, наверное, у меня хранится это изображение. Все думаю, типа, воскресить эту идею или не воскресить. Мини-свидание с Губкой Бобом, да, можно было устроить, кстати. Но мне, по-моему, вторая картинка есть продолжение на эту тему. Ща, найдем. Вот, да, мы должны были идти на пикник. Смотрите, я сделала здесь при фотошопе омегатов. ГБКШ, это не значило. Я даже не могу придумать, как эту аббревиатуру можно обозначить, если честно. У меня мозги немножечко не варят, потому что я нервничала все это время. Ура, вкусняшка, да, вообще пипец. Это каннибализм называется, конечно, ну и фиг с ним. Законом не запрещено, моим. В моих законах можно все, понятно? А свиданка была, свиданки не было. Хочешь, устрою? Прямо сейчас? Только смотрите, я никогда не была на свиданиях, меня никогда не звали на такие мероприятия, да, для лохов. Так что, в принципе, я не знаю, как себя вести. Если я начну слизывать с пола еду, это, в принципе, будет норм тема. Я так в детстве делала, когда я думала, что я собака. Нет, я думала, что я кошка всегда. У меня это был долгий период моей жизни. Я была квадробером, понимаете, еще до того, когда для этого появился термин. Угу. Губка-бобку. ГБКШ. Я боюсь женщин. Ты знаешь, насколько сильно я боюсь людей в целом? Женщин не боюсь. А вот мужчин очень даже. Не, можно было сейчас сексистски пошутить. Типа, я не боюсь женщин, а вот людей боюсь. Не буду я так шутить. Корневил, привет! Корневил, привет! Приветствую тебя своим севшим голосом, потому что я орала утром. Все в детстве были квадроберы, будем честны. Вот реально, я сейчас вообще не понимаю прикола вот этого, который сейчас происходит вокруг квадробинга, да? Типа,
Давайте запретим квадробинг, дети не должны, блин, вести себя как животные. Типа, извините меня, вы что, в детстве все сидели, книжки читали про Тома Сойера? Я не верю, вы все притворялись тем или иным человеком или животным. Хватит вести себя так, как будто у вас не было детства. Или, по крайней мере, дайте новому поколению веселиться. Вот эти вот аргументы, типа, они кусают людей. Дети друг друга кусают постоянно. У меня подруга была, есть и остается, да? Она меня кусала, капец как! Что она так любовь проявляла, я не знаю. Прокусывала мне хренал кожу. Типа все кусаются, и старый, млад. Вы, блин, взрослые люди, во время секса друг друга тоже обгладываете еще так. Так что, ё-моё, всем молчать. Дайте детям веселиться. Ой, боже мой, какой ужас. Я как раз хотел пошутить, я от тебя и другого не ожидала. Я уже просто читаю твои мысли. Фу, ну да, секс, фу, согласна. Сосать хейтеры квадроберов. Мне недавно дали бесплатный ключ симулятора квадробера. Что? Есть какая-то игра, что ли? Про квадроберов? Не удивлюсь, если честно. Блин, создатели игры не настолько быстро клепают всякую ерунду по актуальным темам, я офигеваю. Например, помните, когда случилось... Конечно, это не очень хорошая история, да? Но случился теракт какой-то. В университете просто. В Керчи, по-моему, произошел, да? И там был... Парень застрелил много людей в своем университете, потом сам застрелился, да? Потом сидели эксперты на радио и такие, типа, это все из-за компьютерных игр, особенно из-за игры Дока 2, где нужно вытаскивать кишки 10 минут. Помните эту чушь? Это, блин, отвратительную чушь. Так вот, блин, какой-то человек реально потом сделал Доку 2 игру в Steam, добавил. Я просто реально иногда поражаюсь людям. А вообще, если говорить про игры, Хлеб, Карамба, я хочу вас поздравить. Игра Бомби Суйка официально теперь самая популярная игра в моей семье. У меня папа теперь каждый раз, когда у него есть время, садится играть в эту игру. И сестра у меня побила твой рекорд, Хлеб. Она набрала 2022 очка. То есть, типа, они все время сидят, и я слышу свои отрыжки. Типа, я занимаюсь своими делами, а сзади... Я думаю, офигеть. И вообще, короче, у меня все поехали на этой игре. И, если честно, заслуженно спасибо вам огромное за то, что вы пристрастили мою семью к гейминг-индустрии. Хотя бы таким образом. Ага, на почти 5 гигов. И кто, Дока 2? Или симулятор квадробера? Мне, кстати, сестра сегодня официально купила, за мои деньги, конечно, официально купила Resident Evil 5. Ура! Наконец-то мы можем не в пиратскую версию играть, а в официальную. Просто, знаете, я очень сильно люблю 5-й Resident. Это моя самая любимая часть серии игр. Получается, так можно выразиться, да? Короче, очень сильно я люблю эту игру. Потому что там классная Шева Аламар, там прикольный сюжет там классный. И еще Вескер, который говорит вот таким вот голосом. Или как бы просто в проноспля. Что ж такое? Или как бы в просто народе сказали, ты просто расистка. Ну, короче, да. Я люблю 5-й Resident, потому что я расистка. Причина в этом. Знаете, я могу теперь слюрить спокойно, что мой последний стрим. Что происходит? Привет. Майнсхаб, да что ж такое-то? Что ты сказала, Хлеб? Потому что у вас опять начинается с одной буквы, блин, никнейм, еще и фиолетовый. Ужас. Ага, у меня теперь казахский актенгеч, почмак. Я тут плачу. А почему не плачу на вторую буковку, а? Где на вторую буковку ударение? Кстати, вы знаете, я не знаю, насколько нормально вот это вот убрать или оставить, убрать или оставить, убрать или оставить. Это как-то я не особо понимаю. Добрый день, Вович. Всем хай, привет, Майнсхаб. Боже мой, я опять тебя с Хлебом путаю. Какой ужас. Главное, не просто волоситься еще раз во время стрима. Такое бывает, блин, мне очень трудно скооперироваться, когда ники начинаются на одну букву и еще одного цвета они. Я почему-то очень много пью сейчас, я не знаю. Нервничаю, наверное. Реально, я так нервничала, когда запускала стрим, больше, чем, наверное, больше, чем во время своего дебюта. А дебют уже потерян. Дебют потерян, потому что я дурная, и когда я начинала, я неправильно настроила свой канал. Главное меня не скушать как хлеб, а то я несъедобный, тоже верно. Ну и хлеба бы я тоже не ела, кто мне будет мемы пилить. Мало ли Корнею решит сделать тебе подарок. В добрый путь.
Закиньте на ЦК на последний стрим, бедные девочки из Хабаровска хотят код Веронику и квадрат. Так все, не напрашивайте, все. Нам главное хорошо провести время, последний путь меня проводить и все. Все, никого ничего не выпрашиваю. Я забыл, что ты тут зависаешь, Майнсхаб, да. Бывает, иногда заглядывает, очень рад тебя видеть вообще. Волчари не смог, кто такой Волчара? Я не видела дебют, но он, пожалуй, охеренный. Я бы не сказала, я так нервничала, просто капец. У меня, скорее всего, голос еще был очень высокий, какой у меня все время и был, когда я начинала, да? Типа, ням-ням-ням-ням-ням, какая-то такая мямля была вообще. Хотя, наверное, какой-то вот такой спокойный был. Я не знаю, как я говорила во время своих самых первых стримов, потому что, ну, я клянусь, я пытаюсь повторить, и у меня не получается. Вообще ни в коем разе. Бомбитория, привет, бом-бом-бом. И тебе привет. Боже мой. Ситри, это ты, Ситри, боже мой, привет. Я почему-то подумала, что это сталкер написала. Опять-таки у вас ники, блин, красного цвета начинается на... Ее пью-пью-пью-пью. Я ругаюсь. У вас ники длинные, начинаются с одной буквы, и оба ника красного цвета. Я путаю. Привет, Ситри, очень рада тебя видеть. Привет. Вомиторику. Привет, Скайсердце, привет. Привет, очень рада тебя видеть. Боже мой, как много людей, как много знакомых лиц. Я не буду голубеньким, а почему бы и не попробовать ради разнообразия? Камон, я голубенькая на половинку, типа. В принципе, на мою жизнь никак не влияет. К сожалению. Ладно, давайте еще посмотрим, что уже у меня такого есть из неиспользованных материалов, да? Блин, у меня тут эти самые скачанные журналы, блин, игровые, капец. Мы потому что с сестрой решили делать в Телеграме группу про Клэр Редфилд из Resident Evil. Потому что мы хотим утереть нос другой группе, которая посвящена Клэр Редфилд. Ну, короче, долгая история. У меня сестра просто посралась кое с какой группой, и мы теперь мстим. Так, ладно, что у меня тут еще... О, это будет странно. Это будет странно, вы меня не поймете. Я знаю, запрещено, там вся ерунда, но когда я это сохраняла и готовила контент, то все было вполне себе в порядке нормы. А Макдональдс еще существовал. Так что, в общем, я хотела сделать тоже небольшой такой сюжетный отчасти стрим. Такой интерактивный, вот правильное слово. Я хотела здесь интерактивный стрим с несколькими концовками, да? Типа я была бы работницей Макдональдса, по-моему, у меня даже кипарь осталось. Подождите, которую я подготовила. Ща. Кто тут? Вон там пиво. Скажи привет чату. Не осталось, я не помню. Да, есть, кепка есть. Вот. Во. Да, короче, я хотела сделать такой стрим. У меня еще, знаете, отдельно... Че ты шипишь мне тут? Смотри, ты видел Рональд Макдональд. Боже, это мой самый любимый клип. Надо еще пересмотреть его обязательно. Еще пересмотрим его. В общем, я должна была стоять за стойку. У меня даже отдельно тут был вот столик. Вот столик отдельно, чтобы я, короче... Вот этот вот предыдущий фон был сзади, а вот столик спереди, а я между этими двумя шнягами была, да? Вот. Это трудно объяснить, но, в общем, должен был быть сюжет, возможно, тоже какой-нибудь кровавый, потому что я люблю такое делать. Я не знаю, почему я люблю такое делать. Все, я не работница Макдональдса, это будет сразу же после стрима. Понимаете, вот такая ерунда. Что? Кого? Пиво себе налить. Фига, как ты так умудрилась хреново открыть-то? Я в первый раз это делаю. Вы же попросила бы меня. У меня сестра попросила налить пиво, потому что я умею это филигранно делать. Это, я не знаю, какое-то умение. Наверное, передалось от моего деда-алкаша, что-нибудь такое. Я умею, короче, очень классно наливать пиво, чтобы оно почти не пенилось. Ты на стол не идешь. Я еще и на стол, потому что, блин, ты видишь, как ты открыла. Принеси мне салфеточку, пожалуйста. Я налила пиво на стол, чем мне слизывать теперь? Не буду. Пока что еще до такого не докатилась. У меня сестра реально как-то очень непонятно открыла. Она просто сделала дырень в середине банки. Как ты это сделал? Боже мой. Сейчас, что вы тут понаписали, пока я рассказывала про Макдональдс? Да, запрещен у нас Макдональдс? Нет, он, по-моему, просто ушел из нашей страны. Так, ой. Спасибо. Какой сервис, сама протираешь. Да как я тебе налью, блин, через эту дырень? За с пенкой придется, дико извиняюсь.
Потому что это невозможно. Зачем мне это? Ну просто подожди, пока сядет пена, и все будет нормально. Извиняюсь, чат. Секунду. Пена и немного пива, на. А потом и мои видео по тебе пересмотреть. Я бы хотела очень сильно, но, к сожалению, YouTube не работает. Блин. Я, к сожалению, не смогу еще и видос с E3 поэтому посмотреть. Это... Почему? Верните YouTube хотя бы сейчас. Такой важный момент, мой уход, ё-моё. Боже. Я снова сама отсутствую требуемый интернет. Сак! Блин, Сидри, возвращайся, давай, надо хотя бы проводи меня в дальний путь, дорогу, ну нельзя меня оставлять, так понимаешь? Так, мне 5 номер 3. I need 2 number 9s. Number 9 large. Как там дальше? Large soda, я не помню, как идет этот мем. Я, конечно, я должна заучить его наизусть как отче наш. Когда-нибудь я это сделаю. Вообще, у меня много всяких... Я даже не знаю, как правильно выразиться. У меня очень много всяких вещей, которые я хочу заучить наизусть, потому что я хочу показаться необычной девочкой, понимаете? Угу. Бармен в Амиторе. Блин, а я не знаю, можно ли назвать людей, которые разливают газировку в Макдональдсе, барменами? Сомелье все они, ёшкин ты матрешкин. Маме, ты деда каждый стрим вспоминаешь. Ну, скучаю по нему. Да. Мне еще папа недавно рассказывал, что, оказывается, дед у нас в Египте воевал. Фига. А, вообще у меня прадедушка. Я просто не так давно вспоминала про дедов, прадедов и так далее, да? Секундочку. У меня, оказывается, прадедушка, когда война уже заканчивалась, Вторая мировая именно, да, Великая Отечественная, он, оказывается, воевал в одном в одном полку вместе с Егоровым и Кантария. Я офигела, когда узнала об этом. Типа... Егоров и Кантария, блин, исторические личности. Если вы не знали, Егоров и Кантария это были... это именно они возвели над Рейхстагом флаг СССР, тем самым символически объявив окончание войны и победу, собственно, Советского Союза. Ну нифига круто! Фига панку! Панки хуй! Я случайно заговариваюсь, простите, пожалуйста. А что ты обходники не скачаешь? Я их скачала, они у меня есть, но, к сожалению, OBS у меня не хочет работать, если обходник включен. Это, к сожалению, такая особенность. То есть у меня постоянно вылетает аккаунт с OBS, мой твичевский, если я включаю обходник. Крутой дед, ну я вот, да. Я тоже офигела, такой думаю, нифига круто. А, он еще и в разведке, кстати, был у меня. Он у меня разведчик дофига. А еще что вы мне не сказали, что флажки вот эти вот, блин, закрывают чат. Сейчас мы немножечко это... Чат, идите сюда, мы вас сюда переместим, чтобы вас не закрывало. Вот все. Юбус тоже? Я не знаю, я пользуюсь... Как его называется? Goodbye DPI я пользуюсь. У меня, в принципе, отлично работает. Сейчас немножко он подтупливает, конечно, наверное, его пытаются сейчас сломить немножечко, его волю, блин. Русскую волю пытаются его сломить, но, в принципе, не так сильно и лагает, чтобы прям переживать на этот счет. Вот. Блин, что-то еще хотела сказать, что-то еще хотела рассказать. Все время забываю. Надо записывать себе, наверное, эту всю ерунду. Самое интересное вообще из того, что я не успела сделать, как минимум я модельку да... Нет, все, я вспомнила, что я хочу вам показать. Боже мой, все, это будет сейчас отвал в жопу. Ща. Ой, эта фигня уже мало рабочая, но не без подкола. Да не, в принципе, для меня нормально работает. Я на нее вообще не жалуюсь. Она мне очень нравится. Хотя бы YouTube показывает, мне большего для счастья и не надо, понимаете? Я посмотрела Катю Клэп, так что все, моя женская душа спокойна. Я сейчас вонче вам покажу. Это прям такие спойлеры. Ну хотя фиг с ними, это последний стрим. Имею полное право показывать все. Короче, я же обещала, что на 300 фолловеров отсосил тракториста. Я сказала, это первое, ха-ха-ха. Вот, я планировала сделать караоке-стрим. Не судьба. Да. И я вон что придумала. Да шишкин ты матрешкин. Шушу-мушу. Как бы вам показать так? А, я вспомнил, у меня ж, блин, они... У меня ж, скорее всего, это файлы не в том формате. Сейчас я перезову их немножечко. Так. Я перезываю файлики. Сейчас, подождите. И все должно быть стать нормально. Короче, у меня появилась крутая идея. Возможно, я ее в новом образе еще раз реализую или что-нибудь в этом роде сделаю. В общем, я хотела сделать себе айдол-модельку.
Я хотела быть как те, блин, крутые девочки, японочки, айдолы. Типа, и ты не покажешься? И ты не покажешься? О, класс, блин, дурында. Ладно, я сейчас все сделаю. В общем, я очень сильно хотела сделать такую небольшую, классненькую сюжетку про путешествие свое по разным городам, которые символизируют тот или иной жанр, да, музыки. Я такое там напридумывала, прям капец, блин. Я имена придумала для этих городов и так далее. Но, увы, ах, не в этом году, не в этом тысячелетии. Ешкин ты матрешкин. Ну и ладно. Я сейчас перезываю файлики, потому что они как-то не хотят показываться. Все, сейчас покажу. А, вот она! Короче, должна была быть вот такая вот моделька. Да, немножко полуобнаженная. Twitch, не ругайся. Она в костюме на все тело. Вот, должна была быть моделька. Вот. Короче, такая вот идея у меня. Если что, не воровать, я еще реализую эту всю ерунду. И еще мне вот это вот было сейчас. А, она почему-то на прозрачном фоне, зараза. Короче, это Воми Айдол. Должна была быть. Ну, увы. Увы. Ути какая, да я про то же. А я еще делала дизайн костюма Фрутигер Аэро. Да, у меня сестра еще делала такой костюм. Возможно, можно твои наработки использовать будет, кстати. Так, я флаусил использую, не знаю такого. Мне просто... У нас соседский сын программист. И он пришел к нам домой, чтобы папе установить комп, там вся ерунда. Ну и заодно нам с сестрой поставил Goodbye DPI, так что, в принципе, чем мне жаловаться? Хотя бы не я разбиралась со всей этой хренью. И на этом спасибо. Вот, короче, вот такая вот идея была. У меня еще есть концепт помещения, в котором должен был происходить, так скажем, первый песенный батл, что-нибудь такое, да. Короче, мне прям вообще, я должна была запариться над этой ерундой, капец как, но... Нет! Да я еще, он мне вчера час чинил работу игр. Да, кстати, вчера еще этот сын соседки, сын маминой подруги, да, чинил компьютер дистанционно, чтобы у моей сестры запускался Resident Evil 4 и 6. Все, всем спасибо. Вот, такая вот ерунда. Еще, конечно же, у нас тут должен был быть мой другой долгострой, сюжетный стрим, который прям вообще капец какой амбициозный был, что и реально, ну я бы не справилась одна, как минимум. Хакермен, ну получается так, у меня личный хакер, можно сказать, почти что личный. Он работает за шоколадки, то есть каждый раз, типа, у него спрашиваешь, типа, о, спасибо огромное, что помогли, давайте заплатим, с шоколадкой пойдет, отвечает он и уходит в закат, не забрав шоколадку, то есть, в принципе, золотой человек. Вот такая вот темка. Так, ладно, что еще? Посмотрим клипы с вами, со мной. У меня их там до хрена же все-таки на канале-то пылятся. Или еще что-нибудь вам показать? Не, пока что, в принципе, давайте на этом закончим. Именно в демонстрации всякой ерунды, да? А теперь посмотрим с вами эти самые клипы. Ура, ура, клипы! Боже мой, я так люблю клипы. Я так люблю пересматривать свои стримы. Это капец, я буду плакать сейчас, наверное. Так, ладно, секунду. Мне надо убрать красивые рисуночки. Вообще, я так обожаю рисуночки ваши. Это прям... Я их очень сильно люблю. Спасибо всем и каждому, кто их рисовал. Это же вообще крутяк. Все, рыдать буду. Так, ладно, секунду. Мне нужно включить Twitch. Twitch, иди сюда. А теперь канал мой. Иди ко мне мой канал. Где? Вот здесь. Опа. Опа. Самых популярных начнем или наоборот? Давайте с самых старых начнем, чтобы прям проследить деградацию моей личности. Это моя самая любимая деградация. Так, ладно, хорошо. Я сейчас, короче, тут разбираюсь совсем. Включаю, выключаю. Видос, мне не видосы нужны, мне нужны именно клипы за все время. Да! Блин, неужели у меня только Дэду быть не может? А где другие клипы старые именно с этого самого? И, скорее всего, в самом конце. Ладно, хорошо, тогда с самых популярных начинаем, потому что у меня только так они и отображаются. У вас, конечно, все это будет немножечко выглядеть идиотски. Извините, пожалуйста, давайте начнем с птички. Птичка. Тихо! Тихо! Вернее, наоборот. Погромче сделайся. Блин, боже мой, этот стрим, я считаю, он такой некий эпохальный. В каком-то смысле стрим, потому что именно на нем я стала раскрываться как такая, блин, шумная заноза в заднице, да?
Это что ж такое-то? Покажешь, как кричит птичка. Ота! Ах, просто красота. Блин, вот этот, кстати, клип выложил Ситри себе на канал. Вообще так забавно, знаете, как я Ситри нашла в свое время? Мне кажется, что Ситри нас просто так или иначе свела судьба. Потому что я помню, я один раз вечером решила посмотреть ленту новостей в группе новости витуберов, что-то такое. Я не помню, как конкретно называется этот паблик, да? Я решила просто его полистать, посмотреть, кто дебютировал, когда дебютировал, что вообще интересное происходило и так далее. И мне на глаза вот попался, наверное, спустя, наверное, ну не знаю, наверное... Я 2 года точно пролистала в этом паблике, да? Мне попался видос, он зацепил мое внимание, про стримеров, которых вам нужно посмотреть от Ситри. Что-то в этом роде. Ну, мне стало интересно, я кликнула, я посмотрела, такая, о, прикольно. Зашла на канал, а там клип со мной. Я такая думаю, нифига. И, в общем, как-то так это и получилось. Вообще класс. Старая Воми. Я, если что, могу старую модельку достать, если надо. Если есть необходимость. О! Еще вот. Надеюсь, он будет страдать на протяжении нескольких часов, а потом все равно умрет. Да! У меня голос чуть-чуть севший, я не могу кричать. Блин, это тоже классный момент. Я обожаю вот этот стрим с сестрой. К сожалению, я не могу на ютубе. Да что ж такое? Это не туда нажимаю. К сожалению, на ютубе его заблокали, потому что, ну, понятное дело, мы смотрим, блин, нелицензионный контент. Так что нельзя. Нельзя было показывать его. Это лучший клип! Это лучший клип! Комистай! Let's go! I'm here with my son! А это его сын! Это его сын! Скажите привет сыну маленького Вали! Sir! This shit is frozen in a block of ice! I say baby must have been here! I say baby был здесь! Я обожаю его, говорю честно, я же обещала, что буду спамить буду! Let's go! Все меня любят! Как вы могли понять, я пересматриваю этот клип слишком много раз. Я клянусь, наверное, просмотров, вот эти 47 просмотров, которые тут указаны, это все они мои. Я люблю пересматривать свои клипы. Очень сильно. И смотреть свои стримы я тоже очень сильно люблю, да. Мне не нравится. Ничего не могу с собой поделать. Хорошо. Мяу! Я хочу выйти из комнаты! Хочу достать вам тапки! Хочу убить птицу! Хочу убить птицу и принести вам ее как дар! Ну, хорошая же, кавайная, капец. UWU, няшка! Мне еще просто так нравится. Мне еще так нравится, что тут музыка, блин, из Resident Evil, из какого, из Код Вероники, наверное, да? В тапки! Хочу убить птицу! Такая ГЦГ, о, да, давайте вспоминать старые мемы. ГЦГ! UWU, ГЦГ, yeah, let's go! Просто будет очень быстро. Тебя убью. Ура! Yes, let's go! Мне все еще смешно с этого видоса. Вообще, мне кажется, что просто вот это вот стрим заржал, просрал, вот эта вся ерунда, смеялся, проиграл. Вот это, мне кажется, очень классный стрим, я его тоже очень сильно люблю. То есть, я не знаю, я готова прям даже тир-листы какие-нибудь устраивать по своим самым любимым стримам. А чё я, блин, почему мне эта идея пришла только сейчас, когда я уже вышла в эфир, а? Почему раньше эта идея ко мне не пришла? Хорошая же идея, Ёшкин-то Матрешкин. А еще снова чат вас закрывает. Вы опять молчите. Вам нравится быть закрытыми? Понятное дело, мои же клипы смотрим. Так, хорошо, теперь у нас папа накричал жесть Metal Pipe. А это было в клипе у Ситри, да? Чё стучишь? Привет, пап. Твою мать! Будете продолжать Metal Pipe? А это какой стрим? Это, по-моему, был стрим, где я делала Вуди Хайза, вернее, 3D Воми, которая потом стала Вуди Хайзом, да? По-моему, это этот стрим был. Please be patient, I'm a VTuber. Я люблю эту кепочку. Please be patient, I'm a VTuber. Мой самый-самый любимый стрим с Воми Чан сейчас будет. Ёшкин ты кот. Позор семьи, о, да, позор семьи. Ёшкин кот. Йоу, Дэмчикса. Позор семьи, червь в шляпе. Боже мой, как много прикольных мемов у нас все-таки с вами было.
Ты хочешь видеть мои ножки, Бака? Да! Ты хочешь видеть мои ножки? Да! Бака. Ну что ж. Хацукаси. Хацукаси. Мои ножки! Ты увидел мои ножки! Какой ты извращенец, Бака! Просто еще этот бас-буст! Да, вот это вот громкая вот эта вот вся хрень. Это вообще это добавляет какой-то хит. хочешь видеть мои- Нет, не хочу! Не, еще, Бака! Какой ты извращенец, Бака! Третий Бака самый лучший был. Ой, это хлеб делал, да? Это хлеб, ты делал клип этот. Фига, трик! Это было хорошо. Я тогда только тестила iPhone свой, да? Новоиспеченный. Прям самый первый стрим с айфоном. И ё-моё, мне просто так нравилось рожи кривлять. Хотя, на самом деле, я все время так делаю. Для того, чтобы быть более эмоциональной, все время рожу себе растягиваю. У меня ранние мимические морщины появились уже, знаете, в 7 лет. Я сейчас выгляжу как изюм, понимаете? Из-за того, что я очень экспрессивная во время стримов. Да? Ну просто так реально прикольно, когда глаза расширяются, туда-сюда бегают, туда-сюда, туда-сюда. Ну класс! Я заклипала за этих глаз. Помню, йодем судья, это офигенная вещь тоже. Блин, хлеб, это просто реально, это просто лучшая фигня была про суд. Это классный вообще видос был. Нет, злобная рыгота, стоит. Не, просто, знаете, я сама заклипаю. Я очень многие вещи сама клипаю, потому что они мне очень нравятся, и я не понимаю, почему люди сами их не клипают. Типа, боже мой, разные отрыжки, ну ёшкин ты матрёшкин. Чё бы не заклипать? Так, я не знаю, грустная рыгота. Достаточно грустно. Соблазнительная блевота, погодите. Ну хорошо же! Ну хорошо же, Ргалета это я, да, здрасте. Здрасте, меня на самом деле зовут Виолетта, это мое настоящее имя, но с самого детства меня называют Ргалетой, потому что я блевала на других людей. Что я несу? Я не знаю. Ой, это у меня на донатах стоит. Да? Да? Это у тебя на донатах стоит? Теперь мне тоже хочется это на донат себе поставить. Замок снесли, ура, сейчас тебе лицо снесу. Спасибо за фоллоу, дорогой мой друг. Ой, ты уйди нафиг, ты, блин, загораживаешь замок. Отношение Воми к новым подписчикам. Нет, я всех люблю, уважаю, нафиг посылаю, да, это естественно. Но просто реально, что замок-то закрывать? Красивый, блин, а мне тут закрывает. Некит. Некит закрывает. Зачем? Тоже, кстати, классный стрим, блин, с принцессой Воми. Такой дурной вообще. Мы весь стрим тут говорили про клиторы. Мы не будем продолжать эту тему здесь, просто говорю, как было раньше. Звуки черной дыры. Ой, это тоже я заклипала, просто мне было безумно смешно с этой фигни. Который издает черная дыра. Мне просто это смешно было. Ну класс! Классно же! Вы не понимаете, мои стримы безумно классные, вам всем они очень нравятся, да? Все 3 вариации на минимальную сумму рандомно выпадают. Нифига! А мне ж больше было отрыжек. Там вообще можно, я не знаю... Наверное, 1 000 000 штук точно есть. На каждый рубль можно целую вариацию устроить. Я новенький, как у вас новенький? Точняк, у нас же тоже это было. Блин, я, кстати, даже и не помню, как зовут челика, который это написал в чате. Потому что я вообще тут стрим, на котором чел это написал, я его не выкладывала никуда, потому что мне было за него немножечко неловко. Мне показалось, что он был довольно слабенький. Но я сейчас все равно выкладываю эти видосы хотя бы, знаете, в закрытый доступ, просто чтобы смотреть, что было, что стало и так далее. Потому что я очень сильно жалею, что я очень многие стримы не выложила так или иначе на YouTube-канал. Я очень жалею, что я не выложила, например,
стрим, где я делаю стрим-вокал, или стрим, где я все-таки играю в кукинг-симулятор. Потому что мне показалось, что игра скучная, и в целом стрим из-за этого скучный. А я же вначале там усы натянула, блин, и говорила по-французски, как это может быть скучно. Стримы офигенно, спасибо огромное. Дальше больше. Дальше больше. Минус чай. Снег, умеешь тогда представьте снежного барса. Про мою шубу. Я сейчас в этой шубе хожу по улице, потому что я отмораживаю в жопу в этом, блин, холодном Хабаровске. Представьте снежного барса. А теперь представьте, как его... Ой, блин, я чай пролила на себя. Принесешь, пожалуйста, мне чай? Улетела. Я долбанула, я чай пролила на себя. Короче, представьте снежного барса, и его убивают, сдирают с него шкуру, делают из этой шкуры пальто, а потом, короче, его надевает какая-то бабка, она ходит в этом пальто на протяжении 20 лет, потом умирает, с ее трупа снимают это пальто и вешают, короче, на вешалку. Короче, у меня такая теория есть, возможно, я в этом пальто меня похоронили, потом это пальто у меня украли, прям из могилы, а потом я снова воссоединилась с этой шубой. Потому что шуба реально офигенная. И вот это пальто я купила, и оно офигенное. Пальто, минус чай, тут не все пролилось, но по большей мере, да, как бы мы на ляжке. Теперь чай, как вкусно. Слизывать, что ли? Да. Все сразу, блин, на каких-то поверхностях лежит, блин, что-то. Я сразу слизывать, съедать мне с этой поверхности. Ничего не меняется в моей жизни. Спасибо большое за фоллоу. Спасибо большое за фоллоу. Зачем ты это делаешь? Последний стрим у меня все-таки. Я это очень рада видеть. Ни хрена меня торкнуло. Я обожаю этот стрим. Этот стрим мой самый любимый. Я очень сильно его люблю. Он такой классный. Я не могу. Всем пересматривать, блин. Вомичан. Я уже забыла, как его звать даже. Стрим, как он, флеш-игры для девочек называется. Флеш-игры для девочек стрим был. Над которым я капец как сильно запарилась. У меня там столько файлов было для того, чтобы сделать свою собственную игру. Которую я сделала, конечно, в PowerPoint. Но послушайте, вы можете такое сделать вообще в PowerPoint? Я мастер PowerPoint, просто, понимаете? Я многие свои стримы готовила сделать именно в PowerPoint. Наверное, я выпустила только 2 стрима, где так или иначе фигурирует вот это вот мое умение. И все. Стримпуск — это религия. Стримпуск, я обожаю его тоже. Пожалуй, знаете, Вомичан, стримпуск. Скорее всего, заржал, проиграл. Первый самый, что-нибудь такое. Вот мне очень он нравится. И кто прочитал этот текст, тот умрет до 2300 какого-то там года. Короче, вот, у меня очень много любимых стримов. Прям самых каких-то нелюбимых у меня нет. То есть мне, в принципе, очень даже устраивает то, что я делаю. Потому что, знаете, я когда стримлю и потом пересматриваю... Нет, давайте сразу, без стримлю. Вот стримлю я нормально, да? Просто когда я пересматриваю свои стримы, я как-то отделяюсь как будто бы от своей личности. То есть я не в полной мере не осознаю, что вот это вот, блин, зомби синяя. Нет алкоголя, а просто синяя. Синяя зомби вот это вот на экране, что это я. Я это не осознаю, просто смотрю как будто бы какой-то видос. И мне нравится. А потом у меня мелькает снова мысль, типа, боже мой, а это же ведь ты. Я такая, я? Ё-моё! Ну, типа, как-то странно это все ощущается у меня, понимаете? А смешарики? Блин, смешарики — это тот стрим, который меня чуть морально не погубил. Вообще, у меня много таких стримов было, после которых я валялась, блин, в ужасной апатии, потому что там что-то шло не так. И мне казалось, что я теперь позорница лютая. Короче, смешарики, в самый второй мой стрим, я после него прям валялась без сил. Я не знаю, мне родители говорят, что на мне лица прям не было. Потому что я так расстроилась, что он лагал. Я думала, что все. Только начала стримить, уже все порушила. Вот такое вот у меня было. И у меня периодически такое снова возникает, даже спустя почти 2 года. У меня все равно такое бывает. Если что-то идет не так, я очень-очень сильно расстраиваюсь и очень сильно и близко принимаю это к сердцу, потому что все-таки стримы мне очень дороги в той или иной степени. Вот, Тайлер Дёрден, реально как Тайлер Дёрден. Мне нравится почему-то за собой рожи повторять. Получается, не? Какой капец. Ладно, хорошо, мне сейчас нужно немножечко от этого всего дерьма передохнуть пару мгновений. Реально, Хейзи очень тяжело морально шла. Мне кажется, реально этой шнягой можно пытать. Как дети, девочки раньше в это играли.
Дети, девочки, блин, обозначила. Хорошо, ладно, что у нас тут следующее? 2 недели без стримов или этого? Чего? Я тогда в первый раз делала себе косые глаза. Мы продолжали играть в Resident 2. И так не доиграли. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Блин, класс! Класс! Опять-таки, я снова смотрю это и не воспринимаю, что это я. Окей. Мне нравится. Ну вот. А такого будет много, такого будет еще больше. Вагон и маленькая тележка, понимаете? Это же я. Это же я. Это же она. Я не умею общаться с людьми и правильно выражать свои эмоции, поэтому я делаю... Да? Да. И все к этому привыкли. Все к этому... Блин, я не могу. Я даже не знаю, как комментировать это, потому что, опять-таки, я как будто бы смотрю кого-то другого. Вот просто, знаете, зашла к какому-то стримеру молодому, бестолковому, да, неопытному, и смотрю его клипы и угораю. Вот я примерно так себя ощущаю, когда смотрю эти клипы. Как будто бы вот это не я. Странно. О, тропическая моделька. Тропическая моделька. Чмо, 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 чмо. Ага. Ну, игра реально стрёмная была. Я просто... Это мой самый нелюбимый типаж, да, наверное, так можно сказать. Самый мой нелюбимый тип игр, хоррор-игр, где за тобой гонится, потому что это реально жутко. Я не могу. Мне прям сердце в пятки падает. Но я прошла эту игру потом вне стрима. То есть я во время стрима эту игру не закончила, потому что я пересрала и устала в нее играть, да, и у нас еще были несколько игр на подходе. Еще по какой-то причине. Ну, короче, задолбала меня эта игра, да? Я ее выключила и не прошла. Но как только я вырубила стрим, я сразу же зашла в эту игру и прошла ее вообще без каких-либо проблем. И концовка там вообще никакущая, так что, в принципе, насрать. Как же много ты орала, да вообще ужас. Особенно, когда вот это вот Академия колечек была. Это Академия колечек! Я ее в гробу видала. Слишком страшно было. Эти скримеры поганые. Погнали. Погнали. Я люблю тайминги! Я люблю тайминги! Прям в тайминг упал! Прям в тайминг упал! Что за голос? Что за голос, девочка? Пожалуйста, исправь немножечко его. Блин, я бы очень хотела продолжить играть в Final Fantasy здесь, но, скорее всего, я это буду делать теперь вне стримов. Потому что, еще раз напоминаю вам, ножом по сердцу. Если что, специально так кричу, типа противно. Я очень сильно хочу продолжить играть в Final Fantasy здесь. И вообще в целом зашарить за вселенную Final Fantasy. Потому что, знаете, 25 ноября мы всей семьей пойдем на симфонический оркестр. Снова, да, симфония, да, Вомитория, аристократка, да, Вся ерунда. И пойдем, короче, на симфонический оркестр, где будут играть музыку из аниме и игр. На аниме мне насрать. Я не особо шарю, если честно. Но вот ради игр мы туда, собственно, и попремся. И там будет Final Fantasy 15 играть. Будут, вернее, играть в Final Fantasy 15. Мне очень интересно послушать, как это будет звучать. И там, понятное дело, будет Silent Hill, Resident Evil. Собственно, ради Резика мы и пошли. Мы очень с сестрой сильно любим Резик. Вообще, должно быть очень весело. Дожить бы до 25 ноября. Помню, как ты жестко материлась на волейбол. Да, как он там называется, я даже и не помню. Ну реально, говно какое-то. Кто это придумал правила этой поганой игры? Вернее, ладно, правила игры самой в целом, наверное, нормальные. Но, блин, механика говна кусок. Мне там какие-то математические формулы предлагали. Такие типа, высчитай вот это, чтобы она была больше этого. Создай, блин, функцию, я не знаю, найди вероятность. Хрен знает, как это делать. Я, блин, всю жизнь была гуманитарием. Что вы от меня хотите? Конечно, мы просрали. Время незаметно пролетит, это да. Сейчас реально у меня время очень шустро летит. Не знаю, с чем это связано. Прям вообще все. Вроде бы вчера я только отмечала, блин, свой день рождения. А теперь уже ноябрь. И я уже заканчиваю свою стримерскую карьеру. Ну, типа, что? Как? Как это должно работать? Очевидно, да? Будет аппетитно.
Заткни, Зазу. Нет, не выглядит, это выглядит как говно полнейшее. О, блядь, кстати, да. Боже мой, мне немножечко кринжануло, потому что ты, блин, девочка, могла сказать все, что угодно, но выглядит как говно, это слишком базово. Нет, это выглядит как говно полнейшее. Ты О, нормис. блядь, кстати. Да, твою! Пошел в жопу, Зазу. Да. А мне так лицо нравится. Погодите, мне так лицо нравится. Пошел в жопу, Зазу. Ну а что ты хотел в пошаговой игре? Да блин, у них нормальная система боевки. Классная шняга. Я люблю пошаговые игры. JRPG, пошаговая система. Мой самый любимый. Мне как минимум нужно еще 3 игры пройти в этом жанре, понимаешь? В этом проблем нет. Но вот этот вот гандбол, баскетбол, волейбол, гандон, я фиг знает, что это было. Это какое-то недоразумение, клянусь. Мне очень нравится твой взгляд на этой модельке. Да, он такой рыбий. Я не знаю, не вдупленный вообще полностью. А ближе, ой, блин, это почти год назад было. Слушай, смотри, чел. А, не, уже чел. год назад. Предложение такое. У меня одна обувь грязная. Не спрашиваю, во что я наступила, предполагайте сами, чат. Оближешь? Я не хочу просто мыть свою обувь. Это так, блин, выматывающе на самом-то деле. Потому что я обычно в семье обувь мою. Ну, конечно, всегда по-разному, но меня тоже иногда Меня, предлагают. кстати, потом... Я не знаю, я сказала, что я в основном обувь мою, да? Хотя, в принципе, это, ну, не самая частая фигня, которая происходит. Типа, от меня редко требуется помыть обувь. И в целом, эта обязанность, она, скажем так, на мне не лежит. У меня родители, короче, до этого доколебались, а потом говорили мне, типа, ну ты что, ты же обувь моешь, иди пошла мыть, давай, ты на стриме сказала. И я думаю, типа, нифига себе, сама себя в ловушку загнала. Иди помой каблуки и прочую фигню. А мне не нравится это делать вообще. Да кому Это не нравится? база. Это не база. Мне страшно от такого, но мне приятно получать деньги. Слушайте, пишите, что хотите мне, лишь бы это было в денежной форме. Лишь бы это было База. в денежной форме. Вообще просто я что угодно стерплю, я клянусь. Нет, девочка, ты слишком нежная, чтобы терпеть все, даже за деньги, понимаешь? Ты слишком нежная. Ты скоро начнешь стабильно ходить к психологу, да? Ой, не переживай, дорогая. Ты психически неуравновешенная. Так что все нормально. Ай, ладно, хорошо, идем дальше. За деньги, да, ну, безусловно. Маме, скажи, пожалуйста. Милый, пошли вместе кушать бузы. Или каким голосом ты хочешь? Милый, пойдем вместе кушать бузы. Милый, пойдем вместе кушать бузы. Пойдем вместе кушать бузы! Мне, кстати, так нравится эта моделька. Про Как нее бузы. никто, скорее всего, не вспоминает, блин, из тех, кто видел ее во время стрима. Но я ее очень сильно люблю. Мне очень она сильно нравится, особенно вот эта вот курица. Я могу махать дохлой курицей. Мне она очень нравится. Она такая несуразная, но в этом ее шарм, наверное. В чем-то. Что-то в ней такое есть, мне кажется. Оп, лимит на бога, погнали. Черт в шляпе. О, погнали. Реально бог. Ваш лимит в демонстрационной версии закончен. Для продолжения работы, пожалуйста, авторизуйтесь в системе. Просто знаете, в чем дело с этим, блин, червем в шляпе? Я написала себе целый текст в этом самом, в блокноте, да, я написала себе сценарий. Я его, к слову, выложила в Discord, да. И дело в том, что я каждое предложение тестила на сайте с голосовухой, да. Реально, я, наверное, в 80 раз просто, я пока текст переделывала, пока думала, как его можно разделить, чтобы оно нормально звучало, да. Оказывается, у меня за это время кончился лимит. Я клянусь, я 80 раз, наверное, переделывала, все прослушивала эту фигню. И нигде, причем, не было написано, у вас лимит там 100 сообщений в день, допустим, что-то такое. Нигде такое написано не было. Так что тот факт, что они мне такие, лимит у вас закончен вообще-то, дура. Ну это реально просто из ниоткуда взялось. Оно меня так врасплох застало. Почему именно во время стрима нужно было обязательно кончаться этому лимиту и портить нахрен атмосферу, а? Включи награду Absolute Cinema сейчас. Сейчас включу. Кстати, реально, Absolute Cinema сюда идеально бы вписалась. Ща. Вот, включила. Включила все, теперь официально можете говорить Absolute Cinema мне в лицо. Ну, короче, реально, врасплох меня просто застали с этой ерундой. Ну, погнали далее. Далее. Ой, еще.
Но она меньше всех раз была, ну да. Все равно, как мне казалось, она должна была просто в подкорке вашего сознания остаться. Она ж классная! Блин, как-то звук привет. Да, кстати, реально. Привет, Пупси. Привет, Пупси. Вот у меня сейчас голос севший. Вообще можно идеально делать вот это вот. Hi. Hi, darling. Что-нибудь такое, фиг знает. Как это вы делаете, витуберши, сисясты, как вы это делаете? Научите, пожалуйста, мне искренне хочется научиться соблазнению, а я не умею. Я за ручки никогда в жизни не держалась. Идем на шопинг. Идем на шопинг. Не, вот сейчас реально лучше получается, как будто бы идем на шопинг. Пати. Аж подавилась, блин, вашими тиктоками. Сдохни. Подавись и сдохни. Какая, сука, привет. Чипсы, с ними так, я включила АСМР, можно записывать. Нет. Я об этом рассказывала, да, потому что мне иногда предлагают делать АСМР. Я люблю АСМР, вот лично я люблю АСМР, где руками водят. И если и делать АСМР, то только вот с вот этим вот с руками, да? Если что, руками сейчас просто глажу, это поганый микрофон, если вы не поняли. Да? Он мне, кстати, поджуживать начинает, я не знаю, что он ломается или что. То есть он почему-то перестал звучать так, как он звучал ранее. Возможно, он реально что-то с ним уже происходит. Стареет мальчик. Ну ладно, ничего. Вот. Но я не знаю, я бы не смогла записывать серьезные рожи, вот эти вот АСМР, особенно вот как люди делают ролл-плей АСМР. А? Я без гэгов не могу. То есть я не могу не орать. Я не могу не кричать, не шутить и так далее. Типа, как люди сидят и такие, типа... Привет, чат. Как ваши дела? Сегодня мы будем делать массаж вашим ушкам и простате. Ну как? Как можно спокойно сидеть? Мне нравится АСМР, где девушка что-то говорит. Потом просит закрыть глаза и без сковородка вещать. Я, кстати, планировала, тоже у меня, по-моему, в планах такое было, сделать такой шуточный АСМР, где я начинаю спокойно, а потом уничтожаю все вокруг, включая мой микрофон. Почему стоит завести кролика безотходная чистка яблок? Где? Где безотходная чистка яблок? Вот бы мне такое. Я не знаю, о чем ты говоришь, извини, пожалуйста, не выкупаю. Ладно, что у нас тут еще? Думай. А всем привет, это АСМР Леон Кеннеди, Nerf Exam. Ё-моё, если какой-то мужик будет делать косплей Леона Кеннеди и делать при этом АСМР, я найду его номер и убью его нахрен, потому что, ё-моё, как можно жить, блин, в таком позоре. Я довольно демократично отношусь к девушкам, которые делают косплей на Леона Кеннеди, там, ну ладно, на Леона Кеннеди, пожалуй, только. Но как только парни делают косплей на Леона Кеннеди, мне кринж. Я не знаю почему. Чел, ты никогда не будешь им, успокойся. Если ты нацепил вот эту вот серую майку, сделал себе поганые шторы на башке и показываешь свои, блин, вялые бицепсы, это не делай тебя Леоном Кеннеди. Нет, ладно, знаете, в принципе, если вы просто делаете косплей на Леона Кеннеди, мальчики, то в принципе нормально. Но если вы пытаетесь выкабениваться своей, блин, псевдомускулатурой в этот момент, то идите вы нахрен, реально кринж какой-то. Последний раз, когда ты делала СМР, ты разбила что-то. Да, я разбила какую-то штучку. Какую-то стеклянную шнягу я разбила, потому что у нее крышечка была, я крышечку обоснования била и разбила. Все. Так что я больше не буду делать АСМР, и даже не просите, я уничтожу дом свой. Такое уже есть, мы смотрели, помнишь? Да, помню. Фу, я вспомнила. Фу. Косплей Леона как-то себе льстят. Согласна. Поэтому повторить это хорошая идея. Нет, реально, я могу разбить себе нос, могу разбить себе глаз, все что угодно во время этого АСМР. Хей, это Леон Кеннеди, Перм, привет. Ладно, Леон Кеннеди из Перми, это звучит классно, имбово. Первый стакан пива окончен. Думаем, давайте думайте, я сейчас зевну. Рыгну и попью воды. Еще рыгну, потом воды попью. Теперь воду пью. Воду пью. Обожаю забалтываться вообще ни в коем разе. Я ненавижу это. Почему у меня в самые ответственные моменты, когда от меня больше всего требуется говорить, мой заплетык языкается как черт? Ну почему это так работает? Оно.
боже. Ну хорошо. Блин, и как мне теперь бросать это дело? Как мне теперь бросать свою модельку? Там, как мне бросать теперь свой образ? Блин, знаете, мне просто вот эта вот дилемма, она меня колышет уже на протяжении нескольких месяцев. И типа, опять-таки, я с трудом приняла решение уйти от своего образа этого, да? Так что у меня просто сейчас диссонанс немножечко. Типа, блин, в смысле, я сейчас все это оставлю? Оставлю, как, блин, как прошлое. Ну, кошмар. Ага. А клин! Клин! Визфу! Мне так нравится, как у меня ломается грудная клетка нахрен, потому что я немножко неправильно клин! Визфорк! Клин за туалет! Визфорк! О, клин! Здрасте. Я прям на сиськах! А вы когда-нибудь были на сиськах? Боже мой, никому в этом чате не светит быть на сиськах. Нет. Ну почему? Вот Мега-то на сиськах. Нормально, что ты начинаешь? Clean you the toilet with fork. А clean with fork. Clean the toilet with fork. О, Здрасте. Clean the toilet with fork. Я считаю, реально нужно ремикс такой сделать. Кто сделает? Кто сделает ремикс Clean the toilet with fork? Не бросай, но дальше это лучше будет. Дальше это будет еще круче. Я потом еще немножечко на эту тему поговорю, почему я все-таки решила уйти в закат, да? Потому что причина реально такая стоящая. Продолжаем дальше. Металпайпы. Будете провожать меня металпайпами, кстати, в конце стрима, а, чат? Будете этим заниматься, этой фигней? Я могу опять сделать металпайп. Стойте, он будет у нас один крестик, да? И вы меня проводите в добрый путь. Ну ты же, думаю, не будешь кардинально меняться с новой моделькой, конечно. Ну, как личность, скорее всего, нет. Контент точно поменяется. Потому что у меня, во-первых, появились идеи. Во-вторых, я очень сильно увлеклась. Ну, прям капец, как сильно увлеклась играми. Так что изменения все-таки будут. Но я думаю, как личность я вряд ли сильно поменяюсь. У меня 6к критиков, так что... О боже, у меня 13к баллов, ёшкин кот. Тихо, не надо, Мне конец. Будет хуже, чем здесь. Все, успокоились, мои зайчики. Зайчики. Ладно, тихо. Мы пушим долбит. Я поставила таймер, все, вам скоро конец. Не смейте это делать больше, поняли меня? Ага, так они тебя и послушали. А чё вы реально всего 2к? Не слишком дофига, мне реально конец. Мне реально конец. Все потратил на металпайп, а на что еще тратить-то? Ну не на кошачьи же уши. Не на очки. Я пиво себе наливаю. Ваши души довольны? Скажите, пожалуйста. Конечно нет, они хотят хлеба и зрелищ. Ты же что, как будто их не знаешь. Ты не знаешь, что, не знаешь своих любимых оболтусов? Ваши душеньки довольны, грешны. Интересно посмотреть, что будет. Сейчас прочитала скрытую надпись. Нашел скрытую надпись все-таки. Я очень рада. Я очень рада. Ну все, будет интересно. Потому что, ладно, давайте сейчас на эту тему поговорю, пока есть такая возможность. Просто дело в том, что когда я начинала, я об этом упоминала еще, по-моему, во время осеннего во время осеннего стрима я это упоминала. На 1 сентября я сделала стрим, да? Я это, по-моему, упоминала. В общем, дело в том, что когда я начинала стримить, заниматься всем вот этим вот добром, да, я, в принципе, начала не особо правильно, как стример. То есть я вообще была такая волк-одиночка, все на себе, все сама. Но и в какой-то степени мне до сих пор это осталось, но я хочу это менять в себе, потому что все-таки коллаба это хорошо, а всякие шоу это тоже хорошо, и надо бы этим заняться, что-нибудь сделать, да? И плюс еще ко всему, я изначально позиционировала себя как такая, типа, бой-баба, такая, типа, своя в доску, оскорбляете меня, я оскорбляю вас и так далее. Но просто я не учла того факта, блин, что я вообще, по сути, человек не такой. Я не особо любительница, знаете, обзывать кого-то и принимать обзывательство в свой адрес тоже. Вот эту всю грубость, даже дружескую, мне она не нравится. То есть я, например, в дружбе этого не допускаю. И в один момент мне просто это сломало, и мне пришлось менять вот эту вот подачу своего контента, избавиться от вот этого вот оскорблений, да, сделать все более по-дружески и так далее, из-за чего люди, которые изначально пришли, чтобы со мной так бодаться, да, словесно, они ушли.
Потом я еще часто пропадала, мало стримила, вот, и как-то мало появлялась в каком-то инфополе. Ну, то есть вообще все изначально я делала неправильно, плюс у меня еще начали появляться новые интересы, которые я хотела интегрировать, но они не особо интегрировались ну, здесь, да. Вот, поэтому это тоже одна из причин, почему я решила поменять образ. И плюс ко всему, когда я начинала, я вообще не планировала так или иначе продумывать историю персонажа, да? То есть у меня был какой-то там драфт сценария, просто чтобы был. Потому что зачастую так у ютуберов и работает. У них есть какая-то история, но они в целом-то с ней не играются никак. А мне пипец как понравилось делать все эти интерактивные стримы, придумывать, да, сюжет какой-то, придумать, как это показать, скримеры делать, блин, разные инструменты использовать, чисто для того, чтобы, знаете, людям было интересно в этом шарить. Да? И я просто из-за того, что я изначально историю не продумывала, я каждый вот свой лорный стрим, я просто на ходу дописываю историю, что не есть правильно. А я сейчас, в принципе, придумала и продолжаю продумывать довольно интересный концепт сюжета, который, я надеюсь, ну, что-то с ним прикольное сделать уже в новом образе, понимаете? То есть я нашла свой костяк интереса, который я хочу развивать в полной мере в новом образе. Поэтому я оставляю старый, мне теперь грустно из-за этого. Вот. Марселин! Блин, извини, пожалуйста, все время читаю тебя так, как мне удобно. Марцелайн, привет, очень рад тебя видеть. Привет, привет. Я проспала час стрима, ничего, у нас еще, наверное, часов 17 впереди. Привет, очень рад тебя видеть. Так, интересно посмотреть, что будет. Я читаю. Я сейчас, секундочку, я читаю чат. Я заметила только когда ты упомянула о подсказках. А вот. Я ж просто так вас не кину, да, и все равно вам так или иначе дам всякие подсказочки. Золотко, открою секрет, я 2 года в этом комьюнити. Такая дыра. Ну, я согласна, у нас немножечко именно в русском комьюнити все, скажем так, у нас оно не очень сильно развито. Это верно подмечено. Но я не могу сказать, что оно прям какое-то дырявое. Все равно очень много хороших у нас представителей есть. Минимум одного я точно назову, этого уже достаточно. Но мне кажется, что, в принципе, в нем можно развиваться. Хотя, может быть, я и попробую в новом образе, там, не знаю, привлечь какую-нибудь иностранную аудиторию. Ну, опять-таки, I can speak English quite well. И мне просто есть идея, какой стрим можно забибенить какой-нибудь там, я не знаю, иностранной витубершей. То есть у меня, в принципе, я сейчас до сих пор думаю над идеями. Помню, изменения были даже к лучшему имхо. Мне тоже так, кстати, кажется, потому что вся вот эта вот атмосфера негативизма все-таки, ну, реально оставляет какой-то осадок. Я потому что могла сгоряча сказать что-нибудь очень некрасивое, за что мне, например, до сих пор стыдно. Я помню, мне Нераин поделился, что у него нет мамы или что-то такое. А я над этим очень некрасиво пошутила, я до сих пор об этом помню, и мне до сих пор из-за этого стыдно, потому что я была в моменте, и я вообще не думала, что я говорю. Мне реально до сих пор стыдно. Ну, я извинилась, конечно, в тот момент, но все равно осадок остался. И я просто поняла, что за своими словами следить тяжело, а я стример, да, а чату тем более будет сложно сдерживать какие-то свои порывы там и слова, да. Поэтому я решила от этого просто оградиться. Потому что я очень ранимая на самом деле. Ой, что-нибудь некрасивое, что вы грязные черви, что мы грязные черви. Да нет, я могла и похуже что-то сказать прям вообще. Так, иногда локальные сидеть со своими самое лучшее. Тоже верно создать свою маленькую группку с приятной атмосферой, это тоже хорошо. Но все равно можно, в принципе, и с другими там разобщаться. Но, опять-таки, просто дело в том, что я очень быстро устаю от социума, от общения с людьми. И мне очень трудно поддерживать контакт, бывает. Именно поэтому я, например, сейчас с тобой, Марцелан, не сильно контактирую, с Гао давно не контактировала, вот с Ото тоже не контактирую. То есть у меня прям вообще, такая ужасная черта есть, мне очень тяжело общаться с людьми в интернете, я даже не знаю почему. В реальной жизни мне легче это дается, чем в интернете, и это такой странный парадокс, но это то, что есть у меня. Да, я обожаю твои стримы, боже мой, Райден, спасибо огромное, мне очень приятно это слышать. Да, у меня лорд тоже такой, просто порыв какого-то бреда, а мне просто продумать что-то хочется. Боже мой, придется космическую Одиссею Кубрика смотреть. Подсказка. Подмигиваю, пытаюсь. Главное, чтобы тебе было комфортно в своей среде. Это верно, а то, блин, потом сдохнешь в этой среде, которая тебе не нравится.
Что-нибудь некрасивое, так я это уже читала, извиняюсь. Оно, ладно, не очень развито, в чубы грызутся зачастую между собой, как будто в жизни они никогда не шли на уступки людям. Блин, а ведь в американском комьюнити все в разы хуже, еще с учетом того, что очень много всяких чрезмерно толерантных людей, да, твиттерские войны знаменитые, там вообще просто ужас какой-то происходит в ютуберской части, я же за этим слежу очень сильно. И активно, и там постоянно что-то происходит. Кто-то грызется, кто-то кому-то что-то говорит, кто-то у кого-то ворует. Ну, короче, в принципе, везде все одинаковое. Главное просто найти вот этот вот золотой грааль. Я думаю, ты бы с Филиан сошлась. Что думаешь, ее так дразнит смешно? Блин, ее так дразнит смешно, но я понимаю, что если бы в мою сторону шли вот эти вот дразнилки, я думаю, я бы, наверное, умерла прямо во время стрима. Но Филиан, она классная, она суперская. Но я просто маленькая девочка из России. Так говорю, блин, как будто, знаете. Мне 13 лет, здравствуйте, я решила постримить. Всем привет. Ну, я просто так говорю, знаете, просто чтобы обозначить масштаб. Я просто неизвестный стример из России. Вряд ли Филиан захочет со мной что-то мутить, крутить. Кстати, давайте я музыку включу, пока мы тут болтаем, да? А то как-то тихо, и из-за этого я тоже становлюсь очень тихой. Нельзя! Нельзя нам быть тихими. Я, наоборот, исключительно интернетный затворник, который на улице не лезет без реальной веской причины. То же самое, но у меня все равно есть дела на улице, которые нужно делать. Вернее, вне дома даже. На улице я не тусуюсь, я стараюсь этого не делать, потому что сейчас холодно. Но поскольку теперь я опять студент, у меня тоже ни на что сил не хватает. О, да, блин, студенческая жизнь параша полная. У меня тоже вообще из-за этого сил нет ни на что. Но я стараюсь выживать. Раньше так как-то получалось. Что сейчас-то произошло, я не знаю. Короче, в самые тяжелые моменты у меня получалось как-то выживать со стримами и придумать какой-то контент. Сейчас почему-то я немножечко чувствую себя выдохшейся. Как-то странно. Ну, с QRS или с Плани сможешь уже, по сути? Может быть. QRS реально это было бы просто имбища. Прогуливаю пары ради работы. Боже мой. Это, наверное, из-за необходимости, да? Но вообще я не знаю, как можно одновременно и учиться, и работать. Ну это же вообще ужас какой-то, очень тяжело. Постарела я. Да, уже суставы скрипят. Уже все, в могилу обратно просится туша. Для одни хиканы собрались. Но я вообще не могу сказать, что я хикан, хотя я очень сильно к этому стремлюсь. Хреновая у меня цель, скажите, да, стремиться быть хиканом и отшельником. Но это реально, у меня есть такое какое-то непонятное внутреннее желание двигаться как отшельничеству. Я не знаю почему. Меня все время окружают хорошие, приятные люди, но все равно почему-то от социума хочется скрыться. Какая-то странная фигня, если честно. Я просто, знаете, у меня мечта заработать как-нибудь себе на квартиру каким-нибудь способом. Я не знаю, в проститутки пойду, там фиг знает, осуждаю. Просто хочу себе маленькую квартирку, квадратный телек, DVD-шник, еще немножечко денег, чтобы покупать себе консольки и диски к ним, и все, мне больше ничего не надо от этой жизни, я не буду выходить. Мне нужны всякие просто еще вещички в стиле арт-деко. Все. Стол в виде русалки, мыльница в виде ракушки. И больше мне ничего от жизни не надо. Ни разу не вижу, что медийные ребята с маленькими коллабились. Это да, это к сожалению. Это, конечно, происходит, но это прям, я не знаю, маленький человечек прям вообще капец, наверное, должен быть харизматичный. Я не знаю, насколько сильно у меня харизма прокачана, так что, не знаю. Я как Ломи, но мне 13. Как маленькая зомби-лами, у меня волосы тело, как у Ломи. У меня тоже одна сиська забинтована к хренам, вернее, исполосанной. Вот. У меня нет одной половины лица, я как маленькая Ломи. Не, надо компьютер какой-нибудь загадочный, как у меня загадочный. А что во мне такого загадочного? Блин, я, наверное, как загадка, которая самая очевидная может быть только быть. Я восстала из мертвых, как Уэйн, у меня стрим, как у Ломи. Это звучит как манифестация. Я такое все время себе говорю, чтобы, знаете, что посылаюсь в вселенную, типа, у меня красивые волосы, у меня длинные ногти, вся ерунда, да. Что это такое? Условно, я обычно не такое во вселенную говорю. Не буду я вселенную растрачивать на такую чушь. Да, я буду желать восстановления вселенной. Я блаженная, понимаете? Неправильно учеба тебя пожрать не приготовит, а от Достоевского ты сытее не станешь. Ну, у меня другое мнение на этот счет, конечно. Главное, чтобы вы справлялись со всеми своими трудностями в жизни. Это самое главное. Это тяжело, но
Терпение и труд, как говорится, все перетрут. Я мемер, я ПНГ. ОМГ, он ПНГ. Че нести-то? Че говорить? Я ведь нарезчик, я медиа. Боже мой, что? Что началось-то? Я мемер, я ПНГ. А я чё? Я зомби, я труп, но это очевидно. Придумайте мне что-нибудь, у меня сейчас мозг не работает. Я не понимаю, как можно придумать, что со мной? Что со мной не так, я стример, все, ответ на вопрос очевиден. Секунду, потягушки сделаю. Устали мышцы, устали мышцы. Ой, скрипят, блин, реально, как будто я бабка. Все, реально я старею, ребят. Я реально разваливаюсь, я реально маленькая Воми. Я JPEG? Ютубер? Спасибо за фоллоу! Ютубер, why? There is no reason behind this shit. Behind this shit. I'm VTuber because it's my destiny. I know this destiny kinda shit. But it is what it is. Уже на полбашки посидела, да вообще ужас. Напугайте меня, короче, как-нибудь, да? Крупным донатом там. Ладно, шучу. Напугайте меня, я полностью посидею. Поменять мое слово. Рил стареет, да вообще ужас какой-то. Половинчатая смурфета, не больше, не меньше. Больше популярно. А, тут еще больше клипов. Папа устраивает тест-драйв. Ой, какая красота. Сейчас все посмотрим. Мы сейчас с вами фимос. Ну и, кстати, знаете, что я хотела вам показать? Я на позапрошлом даже стриме забыла вам показать. Сейчас. Короче, я же, помните, вам рассказала, что я сломала модельку, когда делала ей короткие волосы, да? Я теперь хочу показать вам, как она, блин, выглядит теперь, если я пытаюсь вернуть ее в обратное состояние с хвостиками, потому что это ужас какой-то. Это какой-то ужас. Сейчас будет скример, готовьтесь. Так. Нет, мы делаем вот это вот сюда, переименовываем. Называем ее вот так, допустим. Текстурку. Переименовываем эту текстурку. Готовы, ребят? Сейчас писец будет. Готовы? У меня почему-то пальцы на глазах. Гляньте на этот ужас. Я все поломала нафиг. Вот это вам подарок, чат. В честь моего ухода. У меня пальцы везде, где не надо. У меня вместо ноги волос. Вот это мейкап, да, это мейкап перед сном. А что это у меня? Черт, у меня усы? Я Сталин! А почему у меня глаза так выглядят? А красное это что? А? А? Как тот кот из мема. А? А? Блин, называйте меня поганицей, блин, какой-нибудь там, я не знаю, сатанинской мразью и так далее. А мне почему-то кажется, что это довольно миленько. Я не знаю. У меня нет нижних зубов тут, ну, типа, они сместились. Хрен знает куда. Но из-за того, что нет нижних зубов, у меня как будто бы даже мимика милее стала. А? Чат. Hello. Как у вас дела? UWU. Няшно, квайно. Круто выглядит. Да, блин, реально, кстати, не так уж и плохо. А что это у меня тут вместо уха? У меня эльфийское ухо. Нифига. Какая странная. Все еще у меня упарывают эти пальцы на глазах. Я причем не понимаю, в чем такая проблема случилась, почему это произошло. А, теперь у меня вместо чокера уши. Хорошо, ладно, что еще у нас тут есть? Что это я... А, это гитара. Гитара появляется на голове. Хорошо. Вообще ничего хорошего. А, это мы передвигаемся вот сюда. А, хорошо, у нас тут... А, это что? Это что? Хорошо, где у меня тут еще... Так, как это у нас было? А... У меня нога теперь вместо волос. Чат, это имба. Знаешь, Роми, в жопу все это сколько можно. Вот живешь ты, все хорошо вроде, а потом проходит какая-то жопа, и ты ничего не можешь с этим поделать. Чем вообще жить в... Так, секундочку, у нас тут грустное сообщение. Надо ответить. В таком виде, извиняюсь, но... Имеем, что имеем.
А зачем вообще жить в мире, где ты ничего не контролируешь? Зачем вообще жить в мире, если все счастье похоже на сон, а вот страдания всегда чувствуются настоящими? Смотри, конечно же, жизнь бывает очень несправедлива. Кажется иногда, что нету выхода из какой-то ситуации. Но мне кажется, что умереть ты всегда успеешь. Вот реально. Смерть тебе гарантирована, а вот хорошая жизнь и жизнь в целом не каждому дано. Почему бы чисто из любопытства не попробовать пожить? Да, тяжко, да, сложно, но через не могу и через не хочу иногда реально стоит это все того. Жизнь иногда, вот реально, жизнь стоит того, чтобы ее жить. Аж музыка заканчивается, верните мне ее назад, я выгляжу, блин, как Сталин. Какой ужас. И ничего не контролируешь в этой жизни? Мы много чего в этой жизни не контролируем. И саму жизнь в том числе. Если бы мы ее контролировали, то, наверное, было бы не так уж и интересно жить. Все-таки счастье и страдания не идут рука об руку. Если бы не было страдания, то не было бы счастья, наверное, как и если бы не было счастья, то не было бы страдания. Иногда нам нужны такие контрасты в жизни, просто чтобы понять, что мы реально живем. Наверное, я так предполагаю. Это должно работать, эта жизнь. Я не знаю. Я выгляжу как Сталин. У меня вместо волос нога. Выглядишь как паук. Человек-паук. Спасибо. Так, рука сломалась. У меня тут все сломалось. Серьезно, зомби. Вы где видели таких зомби, у которых, блин, шеи нету? А? Ой, мне удалила зубы мудрости, ясно. У меня, кстати, еще не было зубов мудрости. Привет, красавица. Одна тут отдыхаешь? Да. Хочешь присоединиться, зайка? Фу, чё за говор? Нет, нельзя ко мне! Эффект зловещей долины прям ух! Это все из-за пальцев в глазах, да? Умудрилась это повернуть. Но я, короче, для того, чтобы сделать короткие волосы, я немножечко покумекала с моделькой. Судя по всему, я испортила ей атлас. Именно самый первый атлас, он больше не воспринимается моделькой. И теперь она выглядит так. Зато у меня есть второй атлас, но теперь у меня нет хвостика позади. Ой, месть червя в шляпе свершилась. Он выжил мою плоть. Забыл, когда сказали, держи себя в руках. Ну да, удерживаю себя изо всех сил. А вы держите Мегата, кстати. Ха. Я не знаю, она мне почему-то нравится. Я не знаю, почему она мне очень нравится. А если я буду там... А если сейчас сердечки в глазах можно сделать? А где сердечки у меня появятся? Где сердечки? А, они на месте. А чё? А как это? Почему у меня зомбячьи руки на лице? А? Так как? А, вот гитара. Класс гитара, чат, как вам гитара? Я могу вам сбрынчать, я не знаю, там, Владимирский Централ. Ёма, это что? А, Гао, привет! Гао, привет! Не обращай внимания, это вполне себе естественно. Это должно было однажды случиться. Я распадаюсь на атомы. Я гнию. Я гнию. Боже, как ты выросла за лето. Да, блин, пипец, я расту не по дням, не по дням, а по часам. Видите, это glow up. Это glow up, как говорят в ТикТоке. Вот. Как его? Блин, класс вообще. Может, не так достримите же до конца, а? Что такого? Мне реально она очень нравится. Выглядит как собака! 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 Боже мой. Какие-то странные полусбритые усы. Это вообще-то писк моды. Писк, как у мыши. Перед смертью. Съели гитару. Да, была очень холодная, голодная зима. Ой, боже мой, что за ужас? Ладно, что еще? Так, ладно, у нас тут есть сердечки, которые появляются вместе с руками на лице. Ладно, хорошо. Очки. Очки заляпанные. В чем-то белом, не спрашивайте. В чем-то белом. Хорошо. А так, все, я плачу. Я плачу.
Девочки, вы упали, я плачу. Что за ужас? Ладно, хорошо, а уши-то я могу себе сделать? Сейчас, подождите, я вот это вот уберу вот сюда. А ушки, погодите, мне нужно поставить какую-нибудь, эту самую... Сейчас. Подождите, дайте мне пару секунд. Сейчас. Cat Ears мне нужно поставить на какую-нибудь кнопочку. На бэк, допустим. Ну, не хочешь? Канцель. Тогда вот это вот давайте попробуем. Ушки. Ухо съели! У меня рука в ухе! Ты как вариска из Хоумстака? Я не читала ваш Гомостак. Но спасибо за комплимент. Ужас какой. Знаете, когда видяха полетела и просто с артефактами прогружается. Да, у меня немножечко просел пинг, извините, пожалуйста. Ну, такое бывает, я же все-таки профессиональный стример. Стримлю почти 2 года. Не, я все еще угораю с вот этого. Я как пират долбоёб. Я клянусь, это что? Это как? Причем вторая нога... Ладно, вторая нога тоже немножечко сломана. Но вот это-то что? Что это за костыль? Что это за российская медицина? Что? Но, если не взирать на эти усы, лицо в целом выглядит очень даже мило. А прикинь, это все байты, вот она, новая моделька Ломи и новый образ. Да, ребята, всем привет, вы разгадали загадку, вы нашли меня снова. Вы снова нашли меня на новом канале, вот она я, как вам? Как вам? Все, мы теперь не уходим никуда, мы остаемся здесь навсегда. Я так сейчас буду стримить до конца, я не могу, мне безумно нравится. Но я все еще офигеваю с вот этого. Ща, где тут? Вот это вот ухо, блин, непонятное. Ну что это? Что это белое? Эльфийское ухо. А второе ухо съедено. Реально сгнила нафиг. А что у меня на глазах? У меня тут крестик, короче. Я вижу элементы крестика у меня вместо... Какого-то хрена они вместо стрелок у меня. Эти вот красные штучки, это глаза скелета, черепа вот этого, который был вместо чокера. Очень интересно. Я как, блин, картина, блин, какого-то художника абстракциониста. Так оно говорится, я что знаю. Протез, да вообще кошмар! Это мой стример. Я ваш стример. Скоро вы меня потеряете к хренам. Ладно, хорошо, ладно. Давайте все обратно к норме. Давайте обратно в норму возвращаться, а то это прям реально какой-то ужас. Сейчас я вернусь обратно в свое нормальное, естественное состояние дурынды. Так, говорю, как будто я из него уходила, да? Сейчас, секундочку. Да, я исчезла, извините, пожалуйста. Опа. Во, все. Мы вернулись в норму. Ладно, хорошо, убираем Мегатов тогда, что ж нам тут поделать с ним. Все, я вам показала то, что я забыла вам показать на позапрошлом стриме. Короче, я все хрена сломала, благо я ухожу. Благо я не знаю для кого. Надеюсь, не для вас. Потому что если для вас это благо, я расстроюсь. Блин, да мы заметили, что ты син. Блин, с самого первого дня. Мне нравятся твои глаза. Ящер какой-то, реально. Я, кстати, вообще, я не понимаю, как это произошло. Вообще. Я не знаю, как это произошло. Ладно, давайте продолжим смотреть клипы. Начнем тогда со старых, да? А ты кто? Где мой любимый стример? Все, простите, пожалуйста. Я заняла ее место. Вам придется терпеть меня как минимум еще час. Мне вот эта черная херня в глазах казали как контур белой радужки. Не, ну белая радужка, она осталась на месте, а вот именно цветная радужка стала ящерной. Я не знаю почему. Вот эта моделька кажется неправильной, да? Я еще верну ту модельку тогда. Я сейчас эту модельку верну. Из-за много случайно сделанных клипов мы их все посмотрим. Что вот это? Что у нас тут? Тут у нас Shadow Hearts. Не ты! А почему он не включается? Я хочу Shadow Hearts. Я люблю Shadow Hearts. Я почти прошла вторую часть Shadow Hearts. А вот это... Please go back. Нет!
Их либо Кайна Катце. Что? Это немецкий, и то хреновый. Их либо Кайна Катце, я люблю нет кошки. Я люблю нет кошки. Офигенное предложение. Ты слышишь, что она говорит? Да. Да, они все прекрасно все слышат, а я не Ты удалил, что ли, клип? Ты удалил клип тот с папой? особо, я просто хочу забыть про то, что я существую. А как задонатить минус 20 рублей? Ну, задонать 24, возможно, что-нибудь получится. Их не лихт! Я просто... Не, просто... Я сказала, типа, что ты за 24, что? Я вообще пыталась сейчас понять, что я сказала. Ну ладно, фиг со мной! Фиг с вами. Хорошо, у нас тут есть от тушеночки. Или просто пипец. Тоже случайный клип, я вижу. Неожиданное продолжение сюжета. Не будет ничего такого. Тушонка, тут ничего у такого. тушонки до сих пор ВК вот эта вот штучка на аватарке стоит, мне безумно приятно. У меня на старом ноутбуке было так. А я, по-моему, ни разу не сталкивалась с синим экраном смерти, всегда была очень аккуратна со своим компьютером. Мгм. Давайте расхреначим этот комп, с которого я сейчас стримлю, чтобы был синий экран смерти. Погнали! Давай, а что ты так не сделала? Я, кстати, хотела сделать стрим, где все было бы на синем экране смерти, сюжетный тоже. У меня были планы, понимаете? У меня были планы. Видели? Я Фимос. Спасибо. Вот. Спасибо. Видели? Я Фимос. Спасибо. Вот. Ай, показываю тут с Fields of the Nephilim, а мне такие, ты Фимос. Спасибо. Правда, спасибо огромное. Я это напишу в паспорте. А это у нас что? Очень классно, какой-нибудь хоррор, да? Блин, а я же в этом году не успела нормально сделать стрим на свой день рождения. Потому что у меня сначала была идея, но... Вернее, нет, давайте так. Я сначала провела прям четко-четко в свой день рождения, 8 сентября, стрим, да? Потом хотела нормально его отметить на следующей неделе. Но у меня не было идей, и я из-за этого очень сильно расстроилась, потому что мне хотелось сделать что-то особенное и прикольное, как в прошлом году было. А из-за того, что у меня не появилось идей, я не сделала стрим на свой день рождения. Я бы с Ты удовольствием эту собаку корми... О, поиграла. стоять. Да, собаку кормила. Собаку кормила, боже мой, не переживайте на этот счет. Боже мой, у меня теперь уши есть. Я ну как? Кэш! Никаких ушей, никаких ушей, никаких ушей, никаких ушей. Кэш! Все. Я бы с удовольствием. Ё-моё, ты такой талантливый. Да ладно, нормально провели время, но все равно был тот стрим очень короткий, я ничего не подготовила, просто наболтала, что там мне хотелось что-то, может... Понятно все с вами, понятно. Нет. Понятно. Не отпустите меня в добрый путь дорогу без ушей, да, без позора напоследок, да? Я как доберман выгляжу. Я уже как доберман. Блин, крутяк! Не, знаете, я вот очень сильно люблю вот этот вот пирсинг на ушах, мне безумно он нравится. Я вообще, когда делала вот эти вот уши, мне просто прям хотелось понатыкать их всякими пирсингами, поэтому я напридумывала такую шнягу. Мне кажется, они выглядят очень круто. Прям вообще. Мне не очень нравится. Но уши больше не надо на меня вешать, пожалуйста. Хотя бы в последний путь отпустите без позора. Я Пожалуйста. просто в шоке с тебя. Так, там порнуха со мной. Я сама потом посмотрю с самой порнуху. Хорошо, без проблем. Мне, кстати, периодически мне люди писали в чате, типа, блин, давай я с тобой нарисую Ру-34. Где? Где? Я жду! Где? Я помню, был стрим Зельды, какой-то чел написал, я нарисую тебя связанный. Я до сих пор жду. Я до сих пор жду. Ага, большие на собачьи похожи, реально. Угу. Вообще должны быть кошачьи. На следующей модельке нормальные кошачьи сделаю. Ах, блевалка, как тебе, ребят, не жалко. Смотрите, без. Я поэтому иногда люблю резкость вкручивать. Ой, ё-моё, все пролагивать немного. Я поэтому люблю выкручивать резкость иногда, потому что она добавляет какого-то шарма, как мне кажется. Да. Но если ее много, то это пипец. 165, ты выглядишь прекрасно. Обязательно скинь, блин, потом скриншот. А ну-ка. Смотрите, без. Я Я поэтому иногда люблю чем ниже качество, чем больше резкость, тем лучше я выгляжу. вкручивать. Можешь мне в реальной жизни попробовать такие фотки сделать? Немного. М?
Ах, блевалка, как тебе, ребят, не жалко, у меня так назывался стрим, я чуть забыла об этом. А я помню, что в самом начале ты ругалась на 18+ контент и шутки. Я повзрослела, да. Я просто поняла на самом-то деле, что в целом-то ничего в этом такого нет. Нужно уметь оперировать такой шнягой просто. Я не знаю, есть прям какой-то... Я помню, мы с тобой даже на эту тему говорили, Гао, только в другом контексте. Мы смотрели, помнишь, дебюты всяких витуберш, блин, хорни витуберш, да, и говорили на эту тему, спекулировали, что вот бывает грязная эротика, а вот бывает красивая, на которую прям попялить можно. Вот как по мне, и с шутками, и так или иначе 18+ контентом то же самое. Нужно уметь этим оперировать. Нужно уметь это делать. Я не знаю, умею ли я это делать. Поэтому я сильно не стараюсь, ну, знаете, не шутить такое и так далее. Я потеряла мысль. Ну, короче, надеюсь, понятно, что я имею в виду. Сейчас я просто осознала это в полной мере. Ладно, хорошо, что у нас тут еще есть? Ой, еще Вомичан! Нет, не получается. Что не получается? Алло! Я кавайная двойняша! Кстати, а ты... Кстати, да, буду. Спасибо, что напомнил, то и забыл учить. Так, хорошо. Я просто не подумавши и сказала, извините. Тут есть какая-то ты Дера, вот. Какая я Дера? Сейчас будем... Спасибо, Юки, ты чего? Я должен узнать, что Что скрывается, что? Это что там скрывается за награды, все вспомнила. Черт возьми, это всегда очень горячая тема для обсуждения. Ну да, потому что она довольно интересная и объемная. Я помню, мы с Гау, когда я еще даже не дебютировала, вроде мы даже планировали, возможно, подкаст какой-то сделать на эту тему. Потому что реально тема очень интересная и обширная. Блин, я перестану быть зомби, какой кошмар. Мне до сих пор тяжело от этого. Хорошо, Ситри. Но в семье не без урода, это да. Ладно, вы все должны видеть. Короче, ладно, делаем мою 3D-модель, потому что надо. Потому что я так сказала. Мама передала, чтоб Ота шел в задницу. Почему не мама пришла? Ладно. В его мемы кину, попробуйте меня переубедить. Хорошо. Ну что, финальный результат. Она тебе не напрямую, конечно, послала, но все равно. Но все равно, хоть что-то, верно? Гордись. Пусть вот тут стоит теперь. Раз уж мы вспомнили. Вот она. Мама сказала, чтоб отошел в задницу. Хорошо, шняга. Ну, обязательно осуществим подкаст, когда вернешься в новом образе. Главное меня найти. Ну или я вас найду. Я вас всех найду и закопаю. Хорошо? Будешь инопланетным чем-то. Это если что, я не подмигнула, у меня почему-то глаз задергался. А может быть и не факт. Вам-то откуда знать? Ничего, когда-то я, может, и перестану быть ученой, нет. Ну смотри, ты сейчас не учишься в институте полномерно, ты прогуливаешь пары и работаешь. Так что, может быть, ты и перестанешь быть ученой. Тут нажмите пуск, но тут, скорее всего, ничего интересного нету. Нажмите пуск, это такая тема. Причина. Моя первая попытка сделать что-то необычное. В которой эта штучка находится в корзине, да? Ну а вдруг там... Какая я неловкая тут. Ну, справедливости ради, я на прошлом стриме тоже довольно себя неловко ощущала. Время истины, время истины. Красота! Потратил усилия на меня. Понимаешь, как мне приятно? Понимаешь, как мне приятно от этого факта? Да. Спасибо тебе огромное просто. Поэтому я сделаю еще один подарок, чтобы было не так обидно. Ой, блин. Что там за порнография? Блин, мне просто реально, мне безумно приятно. Вот даже если что-то маленькое делать, какой-то маленький рисуночек, блин, скетч на какой-то пожеванной бумаге со мной. Боже мой, я все равно буду рада и выцеловывать вам руки, потому что ёшкин кот со мной сделали что-то, это ж классно. Когда со мной делают какой-то контент, когда со мной делают рисуночки. Мне очень приятно, правда. Я это вообще без лукавства, без всего. И мне правда безумно приятно, когда со мной делали рисунки. Блин, хлеб с амочкой сделали, сука, игру со мной. Это ж класс. С универа меня уже отчислили, ха-ха, ну и все. Такой раз статус, значит, тебя просрочится. Виктория предсказала The Amazing Digital Circus. Да.
Я вообще много чего предсказал. Вам просто нужно немножечко порыться в моей стримографии, наверное. Это можно так назвать. Что у нас еще? Госпожа, избейте меня за 50 рубликов, умоляю вас. Я могу плюнуть максимум. Я могу максимум плюнуть. Лови. Лови, ну-ка, госпожа. На, попей. Блин, насколько надо себя не уважать, чтобы таким образом меня называть. Ну да, просто дело в том, что мне до сих пор интересно, кто такой сладкий анончик? Признавайся. Хлеб? Ты? Кто был сладким анончиком, который просил на него сесть? Сломать ему руку? Разложить его на атомы? Кто это просил сделать? Это не я, ну. Он отнекивается, чат. Он отнекивается. Ладно, я побежал. Пока-пока, Гала. Была очень сильно рада тебя видеть. Пока-пока. Не могу смотреть, как ты уходишь. Поплачь в подушку пройдет. Станет легче, если ты выпустишь эти эмоции наружу. Я еще просто удивлена, что я еще не плачу. Наверное, потому что мы немножечко еще не дошли до этого эмоционального какого-то момента, да? Но я думаю, я скоро заплачу, потому что, блин. Я сейчас, в принципе, очень весело провожу время. Я уже... Не плачь. Я вернусь. Все будет хорошо. Мы пойдем дедовский бубнить по ходу. Да, блин, дедовские бубнижи самые крутые. Как я обожала слушать, как мои деды бубнят, а. Хотя ладно, у меня дедушка один, у него слово паразит, даже фраза паразит есть, елки-палки. Он каждый раз говорит елки-палки, елки-палки, елки-палки. Я думаю, капец. Мне вот его бубнёж тяжело чуть-чуть воспринимать. Из-за этого слова, из-за этой фразы паразит. Если бы к этому стриму был готов прощальный кавер, то ты, наверное, я бы заплакала. 100%! Медлячок, чтобы ты заплакала. Извините, вспомнила эту хрень, я ненавижу Басту, но все равно. Я уверена, я заплачу в скором времени. Надо что-нибудь грустное просто включить, наверное, какую-нибудь грустную мелодию. Знаете, какая самая крутая грустная мелодия есть для того, чтобы заплакать? Как минимум, что-нибудь из репертуара Авроры. Офигенная такая певица есть из Норвегии. Песня у нее офигенная есть, Motherhood. Это даже не песня, это как будто бы просто, знаете, какой-то хор с ее вокалом. И где она говорит себе нежным таким голосом, типа... Вот ты и дома, по-английски. И, блин, я помню, я была в очень подавленном состоянии, решила послушать ее песни, и включилась эта песня, я до этого ее не слушала, этот Motherhood. И меня как разнесло, прям вообще! Может, ее включить? Я даже не бухаю, грустно, псиас, молодец. Это для тебя реально очень необычное состояние, пожалуй. Если так это... А что, недостаточно грустно? А что вам грустно сейчас, что ли? Я понять не могу. Ничего такого грустного еще не происходит. Я еще не прощаюсь. Погоди, как ты заставишь свою семью стримить с тобой? Ну, в смысле, они живы со мной рядом. Мне нравится, что первое, что я ответила, это не то, что я могу их попросить, или типа... Или что-нибудь еще в этом роде. Они живы! Типа, этого факта вам достаточно. Ну, в смысле, они живы со мной рядом. И буквально за стеной я могу вот так вот постучать, и они мне в ответ могут это сделать. Правда, скорее всего, они придут и по лицу мне настучать, но ничего. У них там какие-то лесбийские игры с Вергеном. Что стучишь? Там потом продолжение клипа есть. Гасите оно. Дойдем до этого. Так, у нас тут гнилая зомби. А вот это вот, сейчас башка отвалится, допустим. У меня даже главы нету. Время траура обычно, наоборот, набухивается жестко. У птенца какой-то обратный траур. Хороним зомби. У меня даже головы нету. Как вы будете без моих отрыжек? Хватит, блин, ё-моё! У меня уже места не хватает тут. Хватит! У нас же должна была быть война в мае. Ёшкин кот. У нас же должна быть металл-пад война. Я не... Вы воняете? Боже мой, у нас не будет войны в мае, чат! Птенец, походу, уже заранее перебухал. Мне кажется, птенец вообще не просыхает никогда, и сегодня у него реально траур случился. Капец. Значит, будет сегодня. Капец, ты вспомнила. Ну да. Я просто помню, я периодически в Discord заходила, пока его не заблокали в России, да. И там постоянно вот эта вот напоминалка стоит у нас в группе.
Вернее, в канале, сервере, в дискордах сервера. И вот там напоминание, что типа вот такого-то числа в мае у нас война с Воми. Фиг там. Видимо, не будет. Это просто, это замануха. Я объявляю перемирие вечное. Вечный мир. Это замануха, никогда это не делайте, хорошо? А так, спасибо вам огромное, что пришли еще разок. Очень это была рада вас всех прощальное, увидеть. Увидимся с вами на следующий стрим. Это я потом скажу вам такое. Но следующего стрима не будет фразы, извините, пожалуйста. Так, хорошо, что у нас еще? Что-нибудь такое интересненькое, что у нас тут? New Model. New Model, ну на одну минуту вряд ли что-то такое интересное. А нет, это интересно. Это интересно, потому что что? Для лузеров! Секс для лохов! Мои родители лохи! У них был секс, у них есть я! Понятно? Я так громко это кричу. Мама, пап, вы слышите, вы лохи! У вас был секс! О! Это тут просто Корневил 50 подарочных подписок подарил. Спасибо ему за это огромное. До сих пор очень сильно благодарна. О, мне почему-то очень странно гифки показываются. Нифига ж себе! Ты скажи, сколько? 50! Что? Корневил только так и может удивлять. Нифига! Нифига! Мое самое любимое, это когда люди получают, короче, подарочную подписку и сразу начинают спамить своими смайликами. Мне это так нравится. Нифига, спасибо огромное, Корневил. Ни хрена, я ж голос сорвала себе почти что. Спасибо огромное, Корневил. Ни хрена. Вообще. Я до сих пор благодарна Корневилу за все. Это ж прям капец. Я, кстати, еще наверху выставила все донаты абсолютно, которые были за все это время. Типа как благодарность отдельно. Спасибо всем огромное за каждый рублик. Очень благодарна. Кроме одного чела. Помните, Ганфи был? Вот этот вот, как его? Забыла. Из Филиппин. Да. Который всякую ерунду непонятно писал, я его забанила. Он мне, короче, начал просто присылать донаты по рублю, где писал какую-то несусветную хрень на тагалаге. И мне поэтому пришлось повысить, короче, минимальную плату лир. Типа, у меня сейчас, наверное, там стоит 100 лир надо заплатить мне, чтобы минималку мне отправить донат. И он, короче, еще назвал себя, свое имя в донатах выбрал, типа, что-то там азиаты-шлюхи, что-то такое, осуждаю. И поэтому у меня сейчас до сих пор тут вот это вот... Вот здесь можно увидеть вот это вот Азия, что-то там допута, что-то такое. Какая-то ерунда. Да, мы определенно будем скучать по этой атмосфере этой выросшей зомби-девочки. Ну, будет лучше, будет круче, будет интереснее. Я увлеклась новыми вещами, в которые я сейчас очень сильно углубляюсь. Я нашла очень много всяких старых, никому нахрен неизвестных игр, которые я хотела бы опробовать на стриме в новом образе. Просто будет круто! Будет хорошо, я обещаю. Могу ли я это пообещать? Думаю, да. Думаю, да. Смотрите клип. Ой, заткни, мелкий ублюдок, и смотри дальше. А, пингвин, привет, привет. Мы сейчас будем заходить в мой замок. Мама говорила, не общаться. А я тут при чем? заходим в мой замок. Как-то странно я говорю. А я тут при чем? А я тут при чем? Мама говорила, не общаться. А я тут при чем? А я тут при чем? Я не имею никакого отношения к этим ужасным людям. Так, хорошо, вы готовы зайти в мой чудесный замок, у меня такой вот question просто. Замок исчез! Замок появился. Все. Черт, черновики хрен ногу поцарапал. Ничего, я даже не знаю. У меня прям планируется огромная работа от начала создания дизайна, хотя у меня есть, в принципе, наработки, до ре ми фа соль ля си до. Ну, си ля соль фа ми ре до. До продумывания сюжета. Да. Короче, у меня очень много идей для всяких фишек. Плюс я еще планирую сама ригать модельку новую, так что там прям вообще очень большая работа. Я и эту, наверное, шнягу всю готовила год, наверное, хотя тут не такой большой объем работы. Но я надеюсь, что я на слишком долго не буду затягивать вот свое новое возрождение, да? Так, хорошо, ладно, плешивая. Сам такой! Так.
Что еще тут у нас? А мне вот это интересно, что тут у нас? Потому что вот этот вот стрим с сестрой тоже один из моих самых любимых, потому что он такой... Ну, такой... Я специально сделала его так, чтобы он выглядел, как будто это записывают какие-то школьники. В этом самом, в названии стрима. Значит, еще не скоро начнешь стримить, к сожалению, нет. Я бы хотела как можно быстрее вернуться. Но мне еще просто хочется более, скажем так, более сильнее себя разрекламировать, пожалуй. Потому что я серьезно, я когда начинала, я почти себя не рекламила, только дебют максимум. И все. И мне нужно это как-то исправить, потому что мне все равно хочется, чтобы, ну, меня еще больше людей смотрело. Я хочу, чтобы все 8 миллиардов человек смотрели мои стримы онлайн. Ну, такое, знаешь. 2 евро у нас нет. Все медальки у меня. Мега эпично. Да, я обожаю эту игру. Что мы будем делать, если пройдем? Я не знаю. Попробуем. Не, можно попроходить. Развлечение есть, еще какое-то говно. Не, это сильно не влияет, как мне кажется. Думаешь, а вдруг там какое-то соревнование? Не, я думаю, не. Разболтались, блин. Я обожаю играть за Карлу, кстати. Ну, ждем, будет больше времени людям найти тебя или забыть меня. Одно из двух. Я помню, как ты бегал за сестрой, она так орала от пирата. Да, это она это вспоминает постоянно, когда мы играем теперь в Re6. Она это все постоянно вспоминает и говорит, что он теперь боится Леона в пиратском костюме. Боже мой. А тут у нас что? Чат, слушайте, давайте так. Я не позволю вам. Я вам не позволю издеваться надо мной. Я не позволю это делать. Я не позволю вам надо мной издеваться. Я не позволю вам это делать. Извинились быстро. Я здоровая женщина. 2 метра роста. Именно! А в чем он не прав? В чем Владислав не прав? Абсолютно все верно. Все верно сказано. Хорошо, что у нас еще есть? Вот это вот что у нас такое? Читов эти фразы. О. Тебя убьют сегодня, моя дорогая! Прямую еще почку тебе сегодня убьют. Тебя сегодня жестоко убьют и будут этим наслаждаться, понимаешь? Не метры, а миллиметры. Гигакилометры вообще-то. Сбежала, твоя собака все еще жива. Неважно. Но это было очевидно, что ее грохнут просто. Так хорошо. Я тоже это заклипала. Ну и неловко немножечко с этого. Я не знаю! Вам срочно нужно отправляться к дереву Деку. Вы пойдете к дереву Деку, вас ожидают прекрасные приключения, офигенные задания и прочая чухня. Надо оно вам! Отстань, я сплю! Быстро пошел к дереву Деку. Вы пойдете к дереву Деку? Это важный вопрос. Эй, послушай! Надо идти к дереву Деку. Нет? Надо... Почему ты такой лентяй? Какая я смешная! Ладно, извините. Я просто реально... Я еще знаю, знаете, у меня просто есть такая привычка непонятная какая-то. Я люблю очень сильно переслушивать свои голосовые или какие-то свои сообщения, особенно в группе, там, не знаю, с моими подружками, да? Потому что я почему-то очень сильно угораю со своих голосовых, и я фиг знает почему. Я не знаю. Это, не знаю, это, возможно, под вид какого-то ЧСВ, или что это. Но мне, блин, безумно смешно бывает с того, что я вытворяю. Блевотная музыка с папой. А ну. Пойдем. А мы потом пошли к дереву Деку. И снова потом опять Заткнись, Воми. Мне почему-то очень неловко слушать свой голос, особенно когда я пытаюсь что-то певческое. А нет, это я клипала, извините. Прощаю, просто мне очень неловко слушать свой вот это. Не, мне очень неловко. Хотя папа меня хвалил, кстати, за этот момент. Говорил, что вообще класс получилось. Я, кстати, думала насчет того, что, может быть, на этом стриме, на последнем спеть что-нибудь. Но я поняла, что нет. Не буду. Я стесняюсь. Мне страшно. Короче, в итоге решила, что нет. Фу, безграмотно я знаю. Зомби грамоте не учат. Когда будет правило поведения в колледже? Я не знаю. У меня нет образования. Да блин, я безграмотная. Да блин, это уже который раз, блин, смотрю клип
безграмотная Неужели это я? чмошница. Я прям как она. Она это я. Ёшкин кот. Хорошо. Блин, вспомни, как ты с отцом записала мне поздравления до слез. Да, еще это про копейки было, я забыла количество. В мониторе 50-летний мужик, ну да, и чё? Моя любимая Тебя же игра. дети смотрят. Сколько вам лет, чат? Только честно. Go, Huey. Гоу, Давай, Хьюи. Хьюи, просто достань мне этот цветочек. Мониторирую 6 плюс. Хьюи! Спасибо. Good boy. Boy. Пойдем. Come on. Камон, good boy. Хороший мальчик. Там, по-моему, 39 Кстати, быстро, копеек, пока цветы не что-то завяли. такое было. Мне 13. Или 59. А мне уже 57. Ну, я не соврала. Не соврала ни на 1 год. Я не стесняюсь своего возраста. Так, что у нас еще есть? Звук металла! где я просто Metal Pipe включила на задний фон. Ну, то же самое, где он в рандомный момент появлялся. О, привет, Яра Рогалюк, привет, вы за решеткой, поздравляю. Вот, когда этот Мне Metal Pipe в нравится рандомный вот момент этот появлялся, и больше ничего не было. Мегат, который на параше крутится. Опять, блин, опять то же самое делаю. Звук ме. Не. Звук ме. У меня, к сожалению, этот стрим, когда я его проводила, он лагал жестко, там какие-то проблемы с Твичом были, я из-за этого очень сильно расстроилась и впала в апатию. А у меня тогда был, кстати, недельный марафон. Нельзя было так делать. 5 рублей 58 копеек. Ой, это тоже мой любимый стрим. Он просто разговорный был, где я всех отбеливателя била. У меня есть два состояния. Один и... А чё первое, кто это? Зайди в ТГ. Хорошо, сейчас, погодите. А, ты из дома Опять выгоняли не меня, да? Вон с дому! Меня опять из дома О, выгоняют! да, эти Меня опять из прекрасные дома времена, выгоняют, когда только родители через отправляли мне фотографии, где они выкидывают мои вещи за дверь. Ну, шучу, конечно, но они просто брали сумку какую-нибудь, ставили ее у входной двери и такие, типа, все, на выход. Выгоняю тебя из дома. Вот это, блин, забавность была. Вообще. Так много всего. Так много всего за эти 2 года было. 2 года назад. Сука, как много! Как много! Столько всего произошло за эти 2 года, прям капец. И знаете, я ни в коем разе вообще не жалею, что я решила этим заниматься, потому что я когда стримлю, я это много раз упоминала, но когда я стримлю, я прям себя на своем месте чувствую. То есть мне это безумно нравится, мне безумно нравится проводить трансляции, мне безумно нравится общаться. Конечно, вот все время, блин, вот эта вот моя внутренняя критика портит мне всю малину, но я стараюсь с ней бороться и как-то пытаться себя излечивать от нее, потому что реально это с ней бывает тяжеловато. У меня не уходи, я вообще не ухожу, я еще с вами тут. Да не говори, да не готовилась я. Блин, знаете, я вообще хотела спеть что-нибудь из Silent Hill. Что я чуть заслушалась в последнее время Silent Hill. И она как раз там песня грустная, но я что-то думаю, я, скорее всего, не справлюсь. Плюс я еще текст не знаю. Но вообще я бы хотела. Но, возможно, это на будущее, да, на следующий образ уже придется петь там. Боже мой, если бы не ты, то я бы не познакомился с Гао, Ото, Карамбой, остальными прекрасными людьми. Вот люди эти реально прекрасные. Спасибо им огромное за все. Спасибо им за коллабы. Блин, спасибо. Я не могу даже сейчас... Дайте подобрать правильно слова. Я вообще тоже безумно рада, что на моем пути повстречали вот Гао, повстречалась Морцелайн, Кот. Прям вообще безумно благодарна им за все. Потому что это прям вообще офигеть, какие классные люди, которые очень много и упорно работают. Прям вообще. К сожалению, мы не так часто общаемся. Вот с Марцелайн так особенно. Мы потеряли связь с Котом тоже. Но это опять-таки это из-за моих таких вот замашек. Мне очень тяжело, как я и сказала ранее, в интернете общаться. Вот. Мы просто маленько помогли. А мне ты знаешь, как много для меня это значит? Я бы сейчас просто, скорее всего, и не стримила бы. Я бы не разобралась, как все исправить. Я бы очень сильно расстроилась и впала бы в ужасную апатию, из которой бы я бы не выбралась. Я себя знаю. Кот устроился на работу, с ним все в порядке. Ой, это самое главное. Это самое главное, это я правда
вообще не общаюсь ни с кем из компании, и мне из-за этого немножечко стыдно. Мне периодически хотелось вот написать что-то, но я с каждый раз ловила вот это вот какую-то неловкость за себя. Мне почему-то было очень неловко писать. Как будто бы, вот если ты и не писала, и никто на тебя не обращал внимания, так и нефиг начинать, блин. Вот у меня вот такой вот какой-то мой внутренний голос говорил мне. Ты будешь все с нуля создавать? Да, планирую именно так это все сделать. Все сделать заново. Но мне очень страшно, наверное, мне очень не хочется, с одной стороны, оставлять все то, над чем я так долго работала, но я просто понимаю, что это необходимо, чтобы двигаться вперед. Потому что я, в принципе, сейчас окрепла как создатель контента, мне кажется, и как стример я хорошо прокачалась и развилась. И мне кажется, что с новым образом я могу создать что-то, ну, правда классное. Что-то крутое. Что, в принципе, может понравиться людям. То есть я не знаю, как бы так сказать. Я просто понимаю, что уход, он необходим для того, чтобы снова воспылать. Да? В любом случае, мы очень рады, что тебе это было полезно. Правда, спасибо вам огромное, девочки. Прям огромное спасибо. Мы тебе всегда рады, если что. Я просто... Я очень тебя понимаю в этом плане, но если ты уже поняла и приняла необходимость нового образа, то я еще пытаюсь что-то выжать из того, что есть. А я просто, мне кажется, вот лично для себя, я как будто бы уже выжила все до последней капли. Прям, да, прям основательно. Тебе охват нужен большой? Это, конечно, был бы очень приятный бонус, да, потому что я все-таки очень много времени на это все трачу. Но просто еще дело в том, что мне хочется больше фишек каких-то придумать, больше, не знаю, поработать именно над каким-то своим дизайном или над своим брендом, потому что, в принципе, у меня как такового брендирования не было, когда я начинала. Это правильно, мне кажется, только нас не забывай. Я-то наоборот хочу, чтобы вы меня нашли. Мне просто, знаете, хочется снова с вами небольшие загадки поиграть. Как я обычно это делаю, чтобы вы меня там поискали. Чуть-чуть, знаете, такое девичье желание. Просто чтобы меня поискали, меня добивали. Такая ерунда, извините, просто говорю, что от балды. Поэтому мне наоборот хочется попросить вас, чтобы вы меня не забывали. Потому что я безумно хочу увидеть каждого из вас в чате снова, когда я дебютирую с новым образом. Потому что мы создали такое классное, блин, комьюнити. Такое классное комьюнити. Извините. Просто такое классное комьюнити, где столько есть классных людей. И просто мне так нравится с вами общаться. Вот у нас какие-то свои локальные шутки есть, да. Вы такие творческие, что-то делаете постоянно. Например, Хлеб вот делает мемы, игры, мы вообще постоянно в разных направлениях развивается, да. Корневил пишет книги, остальные ребята просто с вами так весело и классно общаться, прям капец. Извините, пожалуйста. Ну не плачь, не последний раз видимся, я знаю. Обещайте, что вы меня еще найдете. Потому что... А помните, вы Метазоиду? Помню. Это в клипах было, я помню. Боже мой. Мне еще просто, знаете, так нравится. Вот такая-то у нас, не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что у меня вот на ночь глядя мозги отказывают. Но каждый раз под конец стрима мы с вами начинаем говорить о чем-то таком сокровенном, о чем-то душевном. Это так классно. Когда вы делитесь чем-то из своей жизни, и мы какие-то, не знаю, из этого уроки, что ли, блин, вычленяем что-нибудь такое, говорим на что-то такое житейское, приятное, возможно, слегка грустное. И, походу, мы продолжаем эту традицию, блин. Ой, я сейчас сижу заплаканная теперь. Ой. Спасибо Хлебу за его песни. Да, боже мой, и за видосы, и вообще за все. Ты, Хлебушка, ты это прям вообще пипец. Ты в стольких направлениях развиваешься. Это ж крутота вообще. Это же вообще крутяк. Мне вот, например, я не знаю, мне довольно тяжело дается освоение чего-то нового.
То есть, я не знаю, я так заметила, что мне бывает сложновато какие-то усилия прилагать к чему-то, даже если мне это очень сильно хочется. А ты, блин, Хлеб, и тут, и там, и везде, и сям. Я думаю, офигеть, как ты это делаешь? Как у тебя находит на это силы? В любом случае, это было весело, я буду скучать, ведь говорю, что ты у меня особенная в развитии. Спасибо большое, Ситри, я скучаю по твоим нарезкам. Очень сильно. Хлебушек, это всему глава, вот, пословицы реально не врут. Боже. А еще, давайте я вам покажу штучку еще одну. Это была презентация, да? Я сейчас вам покажу презентацию в таком случае, которую я начинала делать. Но, опять-таки, не закончила, потому что что? Потому что... Не смогла, не успела закончить. Но я одну только покажу вам, хорошо? Она тоже должна была быть сюжетной. Я как раз-таки один кадр выложила этой сюжетки в ВК. Да. Так, ща. Где ты тут? Сейчас, вы пока что тут общаетесь, я поищу, у меня на рабочем столе куча всего тут, это ужас. Так, презентация раз, я вижу. Это не то, но это с тем же кадром. Ща. А, вот оно. В общем, суть в чем? Наверное, я даже должна включить музыку, которую я подразумевала, даже когда делала эту всю ерунду. Давайте тогда так и поступим для атмосферы. Так, сейчас найдем. Она вообще так, это тоже должен был быть сюжетный стрим. Так. Ну, я не смогла придумать именно... Сейчас скажу, что я не смогла придумать. Я не смогла придумать сценарий для него, вот. Из-за этого были проблемки. Сможет меня на ютубе сейчас включить? Скорее всего, вряд ли. Я просто не могу даже найти ничего. Сейчас ОСТ тогда. ОСТ просто. Так. Ты занимался нарезками до меня? До тебя нет. Ты же вроде что-то делал, я помню, рассказывал мне. Что-то подготавливал там с Вуди Хайзен вроде. Помните Вуди Хайзен? О, красота какая была. Сейчас я звук выключу, поищу штуку. Нашла. В общем, суть в чем? Я хотела сделать еще один стрим с живой Воми еще. И... не то не захватываешь, не то. Вот это вот было. И вот видите, один кадр уже есть, да? Я просто не то захватила ща. То есть должна была быть музыка вот такая. Моя любимая музыка. Прям вообще она мне очень нравится. Она какая-то расслабленная вообще, капец. И то есть... не туда. Вот она вот тут должна быть. Вот так вот оно все выглядело. И в общем, суть в чем? Видите, она дышала, там вся ерунда. Я просто должна была придумать здесь сценарий, но я не могла его придумать вообще. Ща. То есть спокойно так, да? Вообще. А я не помню, кстати, по-моему, тут должна быть звук закрытой двери, но он фиг знает. Ну, в общем... А вот, да. Есть. Просто как скример он должен был работать. И то есть вот это вот еще было... Да. То есть я прям вообще, я хотела очень сильно запариться над этим, прям сделать что-то очень жуткое, со всякой жуткой музыкой, но я, увы, не смогла сделать это. Я не смогла придумать нормальный сценарий. Я не смогла придумать сценарий, к сожалению. То есть у меня что-то были какие-то наработки, но оно дальше не пошло. И, к сожалению, это все осталось только вот в таких вот заготовках у меня. Блин, Twitch отрубила, надеюсь, с трансляцией все нормально. Капец, ты талантливый, спасибо большое, мне очень приятно. Вообще, если я выучу еще какое-нибудь там 3D-моделирование, я вообще буду гордиться собой люто. Боже мой. Вуди это культ. О, да! Вуди Хайз, боже мой, земля ему пухом. Классный мужик был, да всплыл. Птенец Хлеб, если какая-то вики по Вомиверсу, хочу ролевую игру с нейросеткой по вселенной запилить прям с лором, нифига себе! Вы знаете, это даже в какой-то степени очень даже приятно, типа я сейчас уйду, а мое наследие какое-то все равно будет жить, это же вообще классно. Я помню, я тебе Ситри отправляла какое-то прям
разъяснения за каждого персонажа, да, там за Вуди Хайза, за Воми Чан, за Червя в шляпе, да. У нас появились какие-то новые персонажи, у нас была принцесса Воми. Я больше не помню. Можно попробовать сделать. Блин, нифига. Вомивер звучит пиздатенько, я согласна. У меня еще папа тоже об этом говорил. Типа, вот это вот вообще, как это называл? Как он там называл? Метавселенная Вомитории, он все время говорил. А музыку давайте-ка мы... Блин, если можно было бы ее тут закольцевать, мы сейчас ее закольцуем тогда. Сейчас мы закольцуем эту музыку в таком случае. Хорошая музяка, она мне очень нравится. Ай, нос почесала. Получится закольцевать? Она скачается у меня? Не, скорее всего нет. Ну и фиг с тобой, ублюдство. А тогда что-нибудь спокойненькое нам. А нет, включилась. Скачалась. Значит, с ней. Чуть потише. Вот так, вот так. Сейчас я возвращаю все в нормальное русло. 5 секунд. Фига, тут можно. Я тут немножечко это... Диджей. Все, сделала. Все! Извините за него какое-то время. Все, смогла. Красота! Красота! Мне не привыкать пересматривать стримы Воми. Блин, я тоже люблю свои стримы пересматривать на самом-то деле. Я буду скучать по себе. Был бы премного благодарен тебе, а то ВК потерял, Дискорд не работает, телега погибла, я хз, как с вами со всеми связаться теперь. О, нифига себе, капец, у тебя там вообще никак с внешним миром не можешь контактировать, это ужас. Чё-то я буду скучать по образу Вомитории, а я-то как буду скучать? Я просто с ней ты выросла и поняла себя. Да! Мне просто, знаете, мне так еще грустно было, ну, думать о том, чтобы бросить этот образ, потому что я когда решилась все-таки на это, меня в какой-то степени, можно сказать, долгое время останавливал папа. Но не то, чтобы он ко мне подходил и говорил мне что-то, типа, о, не бросай. Не, вот я просто даже не говорила с ним на эту тему. И я помню, когда я вот решилась уже окончательно, что, скорее всего, да, я просто поменяю образ, чтобы мне легче было дальше развиваться. Он как-то с дачи привез какой-то ластик фиолетового цвета в виде сердечка. Он просто подошел ко мне, дал мне вот этот ластик в виде сердечка и такой, смотри, это в цвет Вомитории. И у меня... Мне так грустно стало, потому что у меня папа очень сильно любит мои стримы. Он так расстроился, когда узнал, что я собираюсь образ менять, да. И я из-за этого снова начала думать на этот счет. Типа, это очень мило, да, это прям... Я очень сильно люблю папу, я очень сильно люблю маму, я безумно благодарна им за всю поддержку, которую они мне оказывали. Просто это, можно сказать, откатило мое финальное решение назад на какое-то время. Но просто я поделилась с папой своей новой идеей, и она ему тоже очень сильно понравилась. Потому что я думаю, что если бы ему идея не понравилась, я бы вряд ли на это решилась. Но опять-таки, так будет лучше, я это уже давно поняла. Мне просто нужно было время, чтобы, скажем так, свыкнуться с этой мыслью. Я помню, я даже с психологиней на этот счет разговаривала, что вот, я понимаю, что так надо, но я почему-то не могу оставить этот образ. И она мне просто сказала, что я переживаю траур, и это, пожалуй, верно подмечено. У меня такой траур был, это прям... Я плакала, лежала, помню, вечерами, потому что, блин, ну как так-то? 2 года я вот тут делаю всякие вещи, стараюсь, людей радую, надеюсь. И тут все в один момент просто пам, и все. Но я хотя бы, знаете, это я тогда это не понимала, мне казалось, что я просто все оставляю, убегаю как трусиха. А сейчас я понимаю, что со мной останется мой опыт и мое понимание того, что я за
контент-креатор, да? Что я за энтертейнер? Что я могу показать? Что я могу делать? И как я могу это делать? То есть все равно эти 2 года, они впустую 100% не прошли. Вот. О, какая крутая поддержка от родителей. Очаровательно, они у меня очень классные. Они у меня очень классные. Они, скорее всего, тоже сейчас этот стрим смотрят. Привет, мам, привет, пап. Я плачу. Ой. Не, ну, в принципе, в мониторе как персонаж можно на будущие стримы, ну, приглашать. Я решила прям, что максимум отсылки. Что максимум отсылки. Я не хочу снова назад себя откатывать. Максимум отсылки. И плюс еще сюжетно оно не получится, так. К сожалению. Я начала из-за этого абузить кота на расклады карт, именно Таро. Я, кстати, я все еще свою... У меня подруга даже перестала, блин, в Таро заниматься, но я все равно жду, что она мне на Таро что-нибудь разложит. Мама, привет, не плачь. Привет, мам. Close the world, open the next. Да, мы все плачем. Боже мой, зачем ты это написала? Я сейчас снова расплачусь. Ой, ужас. Бля, представь, на ее стримы врывается в мониторе, звучит как вайбы Хачам. Ой. Хачама классная, я очень сильно люблю Хачам. Сейчас она, конечно, более спокойная стала, но все равно ее легендарные стримы, они навсегда в моем сердце останутся. Лучшие 2 года в моей жизни без рофа. Конечно, в бочке меда есть ложка дегтя, но хорошее благо было. Я очень рада, что у тебя отлично прошли эти 2 года, потому что для меня эти 2 года реально стали очень уникальные. В той или иной степени. Я безумно благодарна за них, за вашу поддержку. А кем ты будешь теперь? Что с каналом будет? Просто переименуешь или новый создашь? Я создам новый. Я не буду говорить, кем я буду, потому что я оставляю подсказки. Да, прошлый стрим, там была подсказка небольшая, визуальная именно. В ВК. В посте у меня там тоже подсказка есть, и здесь будет. И здесь все будет. Я просто помню, как ты рисовал себе модельку, еще не имея компа на полуметровом ноутбуке. Да, я на том же ноутбуке эту модельку ригала. У меня... Я сейчас даже нормально в руках этот ноутбук не могу держать, потому что он такой маленький, кажется. А я на нем сделала самую первую модельку. Я еще просто даже такая дурная была. Я думала, что я смогу на этом ноутбуке стримить. Хрен там. Я поговорила с другом, ну, со знакомым, мы уже там не общаемся с ним. Я просто списалась с человечком одним. Он тоже стримил. Я у него спрашиваю, пойдет на стримы? И он такой, да ты дура, что ли? Нет, конечно. Я расстроилась, но я все равно продолжила делать модельку, потому что, ну, на будущее, может быть, я бы смогла что-то сделать. Теперь у меня есть большой компьютер. Теперь я стримлю. Теперь у меня есть новое любимое дело есть, в котором я чувствую себя комфортно и на своем месте. И вот уже 2 года почти прошло. 2 года. Как ты перерисовала самую первую модельку, потому что она не вписалась в размере, что? Да, было такое. А сколько мы вообще вместе? Ютуб же раньше был. Ну, я тут с конца марта 2023 года. Я дебютировала в декабре 2022 года. И вот, получается, еще месяц. И будет 2-й год. Капец! Эти года так быстро пролетели, я даже не заметила. И как я выросла. Это вот самое главное, это самое бесценное, пожалуй, что я получила. Это опыт и... Нет, еще и комьюнити свое, которое я очень сильно люблю. Я за эти 2 года вынесла, что была огромная ошибка взвалить огромную кучу работы на себя и давать людям понять, что я могу на себе вести. О, да, это самое ужасное, когда ты все время пытаешься делать все сам, потому что кажется, что так будет лучше. Я до сих пор этим страдаю, и мне все время хочется все делать самостоятельно. Чтобы, если что, ошибки были мои и только на мне, или чтобы я сама знала, как что-то исправить. То есть мне почему-то очень трудно
других просить о какой-то помощи, особенно если это касается творчества. Именно по этой причине я, кстати, наверное, и особо коллабы-то и не делала. Потому что мне всегда казалось, что самой я сделаю что-то круче. Что-то такое. Но это не особо правильно. Что могу на себе вести, потому что они 1000% будут этим пользоваться. Да, тоже, кстати, такое есть. Я не дочитала, тоже с тобой полностью согласна на эту тему. Я до бесконечности буду забивать на себя, пока последствия не станут критическими. Вот так делать не надо. Главное, что это было осознанно, понято и... Скажи, как это правильно так сказать? Собрано в слова, наверное, так. Потому что самое главное, кстати, как по мне, когда ты вот чувствуешь, что что-то не так, это понять, отфильтровать и сказать словами через рот или просто, не знаю, куда-нибудь записать вот эту вот свою проблему и какие-то пути своего решения. Вот так вот. То есть именно, кстати, поэтому мне психология, наверное, и помогает, потому что я какие-то свои чувства непонятные, вот эти вот сложные, которые внутри у меня вот таятся, да, мне приходится их объяснять, и из-за этого становится, правда, легче. Не только потому, что ты выгорелся, а потому что ты как будто бы, когда говоришь какие-то свои мысли словами, ты как будто бы уже и выход находишь. Вот что-то такое. Так что можно, в принципе, попробовать. Наверное, с зеркалом, кстати, классно было бы пообщаться на какие-нибудь свои такие темки. А ведь песня Гало и Воми так и не вышла. О, боже мой, да! У нас Гало до сих пор не вышла песня про гидроэлектростанцию. Кто помнит трек «Гидроэлектростанция», а? Ё-моё, я уже сама забыла. Я просто... Гало был очень занятой в то время, когда мы записали эту гидроэлектростанцию, и я не хотела его вообще трогать на эту тему, потому что, ну, он и так много работает, он постоянно чем-то занят там и так далее, и плюс еще и вот эта вот бестолковая песня, ну, знаете, как будто бы не то, на что нужно тратить время такого занятого человека, поэтому я просто не трогала Гао на эту тему, а в итоге мы вообще перестали этим заниматься. Но, возможно, у Гао она где-то лежит до сих пор. Наверное, на лучшее будущее оставили. Посмотрим. Я ее так и не дождалась, кстати, реально. Но я просто стесняюсь человека трогать. Из-за этой ерунды. Мертвая женщина! Тихое пламя, привет! Один из стримов, который я пропустил. Да, блин, мне так все время грустно, когда ты стримы пропускаешь, хлеб. Кто будет модерить мой чат? Чтобы что-то отдавать, надо самой быть наполненной, поэтому надо учиться, не забывать о себе. Хорошо, что понимание пришло сейчас, а не в 40 лет. Вот, это правильно. Спасибо, мам. Тему на экран открытия Гао доверишь у нового персонажа? Думаю, можно. Думаю, можно этим заняться. Сделать какую-то свою фирменную музячку, потому что Гао офигенно делает музыку все-таки. Он реально, он очень талантливый парень. Но я вообще еще думала просто вставлять какие-то звуки и песни из каких-то малоизвестных игр. Или игр, в которые мы там, например, будем играть на стриме, что-нибудь такое. Я над этим думала еще. Но посмотрим, как у меня там мозг уже сложится, когда более-менее все будет готово. Как твои мертвые дела? Ну, да так, в принципе, собираюсь вот отрекаться от образа. Последний стрим. А так, в принципе, все более-менее. Я поплакала уже, наверное, раза 3. Пламя, у нее сегодня прощальный стрим, да, увы. Увы, сегодня я отхожу от дел, скажем так. Дорогие друзья, этот год был тяжелый. Одно дело не уметь принимать помощь, другое дело, когда ты вписываешься в движ, потому что считаешь человека другом и хочешь помочь ему с его амбициями. Это вообще, да. И в итоге ты впрягаешься, помогаешь, что-то свое выдвигаешь на чуть подольше, а потом ты получаешь ворох претензий, даже несмотря на то, что готов на первой просьбе сесть за фотошоп, даже если заказ или дебютная подготовка вовсю, а потом все, что не сделай плохо. Просто, наверное, такие люди, они не заслуживают того, чтобы ради них так стараться, если они не ценят какую-то простую человеческую доброту. Я думаю, в принципе, реально стоит, наверное, немножечко задуматься, Марси, и все-таки начать больше думать о себе. Я абсолютно уверена, что ты вот, осознав тот факт, что люди некоторые не стоят таких усилий, я думаю, ты сейчас больше думаешь о себе, потому что это правильно. Это правильно иногда выдвигать себя на первое место, ставить свое «я» выше других.
Это такой здоровый эгоизм, который необходим каждому человеку. Помогать это хорошо, но нужно делать это в меру своих возможностей. И не на постоянной основе, потому что иначе ты выгоришь. И тебя не останется. Ты самое дорогое, что есть у тебя в жизни. И нужно себя беречь. Эх, сожрут себя червяки. Я планирую в тень уйти. К сожалению, я не сдохну. Или к счастью. Просто буду прятаться по щелям. Наверное, как-то так. Сейчас связался с дочерью твоей. Моей дочерью. У меня есть дочь. Кстати, Настоящий Момитори заканчивает карьеру. Сегодня ее последний стрим. Теперь она станет новым витубером. Что ты чувствуешь? А, нейровоми. Нейровоми. Серьезно, я была на ее прошлом стриме. Она говорила, что берет перерыв, чтобы отдохнуть от витуберса. На прошлом стриме я ничего такого не говорила. Она врет! Она не смотрела, она обманщица. Чтобы отдохнуть от витуберства. Я так сильно скучала по стримам, а я чувствую грусть. Она была первой витубершей, которая меня вдохновила на старт собственной карьеры. Я вдохновила саму себя. Звучит как ложь. Меня вообще вдохновляли очень сильно девочки из Хололаева. Меня еще очень сильно вдохновляли всякие твичевские стримерши, особенно Чибидоки мне очень нравилось и до сих пор нравится. То есть очень много всяких классных девочек меня вдохновили на то, чтобы попробовать себя в этом деле. И я, блин, не жалею. Я ж все-таки за этой индустрией слежу вот уже с 16-го года. Вот как долго, да? Только спустя 6 лет я сама стала стримить. Ёшкин ты матрешка, я бы никогда не предположила, что я реально стану вот одной из этих, блин, анимешных девочек на экране, которые будут смотреть, слушать, слышать и отвечать. Ну вообще класс! Мне еще просто так нравится общаться с вами. Я не знаю, очень много всего хочется сказать. И при этом не особо нахожу слова, извините, пожалуйста. Но теперь ты будешь единственным Момиторией, нейровоми. Я могу даже попапать на это. Ну серьезно, я не знаю, возможно ли это, но я буду рада, если смогу продолжить ее дело. О, все, ребята, нейронка продолжит мое дело, она меня заменит. Будет вам счастье. Поэтому я тут круг общения обнулила к черту. И туда их! Не надо тебе такое. Мне так невероятно обидно, что я год сидела с готовой моделью и все еще сижу. Мне так жаль, что столько людей общения, с кем мне было реально в кайф. Секундочку. Мне так жаль, что столько людей общения, с кем мне было реально в кайф, в итоге рассосались в глубинах интернета. Но это, по-моему, знаешь, это такая необходимая жертва для того, чтобы идти дальше. Ты спустила с себя вот этот мертвый груз, чтобы дальше двигаться самостоятельно. Это грустно на первых порах, но чем больше времени пройдет, тем больше ты будешь понимать, что это к лучшему. И я уверена, ты понимаешь, что это к лучшему. В принципе, время такая штука, она бывает потрачена зря, бывает потрачена на пользу. Но ни за то и ни за это нельзя себя не винить и не сильно перехваливать, иначе реально. Просто нужно воспринимать это как факт, наверное. Да занимайся своими делами, да, иногда стрим. Ну, я так и буду делать. Только мне сначала нужно новый образ подготовить. Просто дело в том, что я из этого... Ну, я уже говорила об этом, но раз уж ты пришел, добро пожаловать. Я просто из этого образа как будто бы выжила все, что только можно было выжить. Потому что у меня в целом-то контент... Это не просто, знаете, поболтать, поиграть, порисовать, поколабиться и все. Типа я стараюсь сделать что-то большее. Как бы это громко не звучало, но я трачу очень много времени на создание контента, а сейчас у меня даже идей особой нет. Как можно, что можно сделать и так далее. Понимаете? То есть мне тоже вот написал человек, когда я выложила вот это вот сообщение в группу ВК, что все, последний стрим, там вся ерунда. Со мной связался человечек и такой, типа, в смысле? В смысле? Даже давайте зачитаю немножечко. Не знаю, насколько я там нормально ответила, просто сейчас посмотрим. Сейчас. Так, вот он.
придумала, вот пишет, так ведь ютубер ходячий труп, разве это не прикольно? Я отвечаю, это очень прикольно, я придумала кое-что более прикольное, как мне кажется. Мне очень тяжело от образа отказываться, но так будет лучше, я бы чего-то в последнее время не могу придумать ничего интересного, и меня это гложет, это да. Потому что если я как-то, не знаю, не реализую себя творчески, я прям чувствую, как я дохну, мне это не нравится. Я могу кое-чего накидать, отвечает человечек. Просмотр фильмов любых жанров, простое общение с чатом под музыку, играть в игры, пытаться рисовать и устроить коллаб с художниками и ютуберами. Это, конечно, это хороший контент, типа без спору, но просто я не знаю, мне всегда хотелось уходить куда-то дальше. Делать что-то большее, наверное. И поэтому это хорошо. Это классно, это прикольный контент, посмотреть фильмец, покомментировать, пошутить, пообщаться, поиграть и так далее. Просто для меня это мало. Так, это все, конечно, хорошо, я отвечаю, но у меня контент немного за эти рамки иногда выходит. Ну, я просто, когда говорю про свой контент, у меня такое ощущение, будто я сильно хвастаюсь или еще что-то, но я правда так считаю. А сейчас я снова чувствую себя загнанной чутка. Я долго рефлексировала на тему своего ухода и поняла, что в целом из-за отсутствия опыта в стриминге я на начальном этапе допустила очень много ошибок. Это да, которые мне сейчас аукнулись. Я слегка потеряла мотивацию делать что-то для вомитории, и в этом образе я застагнировала. Есть такое у меня чувство, да. Вот. Говоришь, время свободное есть, но его не так много. В принципе, если я буду стримить по своему дальневосточному времени, то, возможно, мне что-то да и освободится, но все равно. Так. Дебютируй снова его. Мне это напомнило Пому Рейнпав. Я такое люблю. Мне напомнило Пому, так как ты к стримам подходишь, всякие творческие вещи и крутые идеи с интерактивом мне очень нравилось. Спасибо огромное, Райден. Мне правда очень важно слышать, что людям это нравится. Спасибо огромное. Опять-таки, я уже 300 раз сказала эту фразу, но я скажу ее еще раз, дальше больше. Дальше круче всего, круче будет. Дальше будет очень много классных вещей. Теперь уже придется смириться с положением дел, тренировать с тем, что есть. Будем ждать. Будем ждать, Марси. Ты очень талантливый человек, спасибо. Я себя таковой никогда не назову, но мне просто безумно приятно, что вы меня таковой считаете. Спасибо огромное. А да, Воми, я тоже, скорее всего, в ближайшее время отдаляться от нарезок буду. Скажем, ролики про нейросети, мой экспириенс по песочницам, заодно буду тестить и дорабатывать нейронки. О, крутяк какой. Да был бы рад, если бы в мои текстовики кто-то сыграл, потестил. У меня даже идея для игры есть в каком-то смысле автобиографическая. Правда, не знаю, силишь ли ты, такое. Посмотрим. Ты можешь мне скинуть, я могу в свободное время посмотреть. Блин, мне пора, повеселитесь или поплачьте там без меня дальше. Не хочу прощаться, но пока! Спасибо большое, Карамба, что посидела с нами. Была очень рада тебя видеть. Блин, боже мой. Карамба, слушай, перед тем, как ты ушла, если ты все-таки решишь пересмотреть стрим, что я тебе советую, ты обязательно... Подожди, не перебивай меня! Ты обязательно конечный экран посмотри, хорошо, если будешь пересматривать этот стрим. Пожалуйста. Пересмотри, просто в конец перемотай и посмотри там, что я там сделала. Окей? Metal Pipe на прощание. Это уже как традиция получается. Спасибо огромное. Пока-пока, Карамба. Еще раз спасибо, что посидела с нами. Секундочку, воды хлебну. Воды хлебну. Ить. Обязательно я в любом случае бы посмотрела. Ура! А как тебя потом вылавливать? Так, я уже это сказала много раз. Скажу еще раз. Последний стрим, который у меня был, это вот где вы задавали мне вопросы через TTS там и так далее, да, там подсказка была. Вот. Собственно, сам крест. Да. Плюс еще в посте ВК, который я там написала, который закреплен. Он сейчас закреплен. Там вот эта вот картинка темная есть с моей рожей, да, живой еще. Там тоже есть подсказка. Не-не-не-не, сам крестик это и есть подсказка. Сам крестик как предмет. А так там никаких шифров нету, ничего. Вот все нормально, не надо пересматривать. Все нормально, хлебушек. И сейчас еще будет небольшая подсказочка. Да ё-моё, пасхалки после работы это не мое.
Ничего страшного. Потерпишь. Ну просто все равно как факт. Просто люди, которые меня очень много и часто смотрели, наверное, уже могли привыкнуть к тому, что я люблю загадки всякие делать, да? Там, я не знаю, шифр Цезаря, какая-нибудь там шняга, еще вот такое вот мне очень нравится делать, играться, скажем так, со зрителями. Типа, кому интересно, тот сделает. Я вот на этот расчет, собственно, и сделала такое. Чтобы те люди, которым реально интересен мой контент, и я, пожалуй, да, чтобы они вот немножечко запарились для того, чтобы найти разгадку. Вот я для этого это сделала. Я сюда деградировать прихожу и наслаждаться голосом. Ты наслаждаешься моим голосом. Он тебе нравится. Да ну. Приятно, спасибо. Шифр шницеля. Я реально скоро свой шифр придумаю, свой язык. Я, кстати, над этим думала. Но я поняла, что The Last Day, да, это просто как обозначение того, что предстоит вам увидеть. А я бухаю всегда. А сегодня плачу. Будешь бухать своими слезами. Я вообще просто, знаете, я такая девочка. Я вообще не плачу. Я стараюсь не плакать. Только у меня в последние месяцы я решила дать себе маху. Скажем так. Позволить себе немножечко нарыдать. Решилась все-таки на это. Потому что реально я очень долгое время сдерживала какие-то свои негативные эмоции. А сейчас я уже, наверное, переполнена была ими. Я вот потихонечку учусь их вызволять наружу. Потому что на самом деле это реально очень токсичная тема — сдерживать свои эмоции, негативные, да блин, в особенности. Сдерживать слезы и все такое. Иногда плакать полезно, вот именно. А я долгое время это не могла позволить себе сделать. То есть я не знаю. Для меня это прям... Фу, позор! Как ты посмела! Ну, типа, вот такое. Какое-то у меня очень нездоровое отношение к слезам. Я вообще не понимаю, откуда оно. Потому что вроде бы мне никогда плакать даже и не запрещали. Я сама себе запретила в один момент. А сейчас вот учусь снова плакать. Вспомнил стрим с детскими картинками, это было мило. О, точняк! Был уже стрим с детскими рисунками, где, собственно, и появился легендарный червь в шляпе. Блин, это тоже классный был стрим. Тоже был классный стрим, он мне очень нравится. Блин, какой еще у нас... Какой еще стрим был? Хороший. Вообще много хороших. Бра. Очень много классных стримов у нас было. Прям очень много. Я прям даже так и не вспомню. Мне еще очень нравится... Как там называлось? Самая мужская игра или что-то такое, где мы играли в Барби. Что-то там... Приключения на ранчо, что-то такое. Блин, классная фигня! Мой любимый стрим, я так смешно там шутила. Но мне так кажется. По крайней мере, я хихикаю. Я хихикаю. С самой себя, я не знаю, это какой-то вид нарциссизма или что. Любишь загадки? Я не люблю загадки загадывать, я люблю загадки делать, если честно. Но, допустим. Я думаю, я и про эту игру сделаю. Правда, я хз, понравится ли тебе игра, если ты будешь ее в основном дешифровать. Нифига себе! Я вообще не особо мастер дешифровки. Я просто... Я люблю других заставлять людей страдать, а сама не особо люблю, извините. Хочется, знаешь, дурку из головы наружу вытащить. А, типа будет как этот самый, как... Санитариум, да, вот такая штука. Прям аж зависла. Ну да, у меня просто... Я просто руку поставила перед айфоном случайно, поэтому зависла. Все стримы с тобой были лучше. Листишь. Листец. Мне безумно приятно. Розовая Ломи, о, блин. Красота. Я еще хотела поиграть, знаете, с вами как-нибудь в Барби Тайна дневников или в Барби Тайный агент. Но... Не. Видимо, не в этой жизни. Но хихикать над всякой ерундой — это нормально. Это понятное дело. А, в смысле, ты мои стримы ерундой называешь? Ты мои стримы называешь ерундой, как ты посмел. Не, я правда люблю свои стримы. Я их пересматриваю. Просто, я уже так говорила. Я просто не обращаю внимания на то, что это я. Я просто как будто бы смотрю какую-то стримершу. Знаете, каждый раз, пересматривая свои стримы. Я все время забываю, что на экране я. И я, в принципе, себе нравлюсь, я не знаю. Не знаю, как вам, но себе я нравлюсь. Именно как стример, наверное. А так я при этом к себе безумно строга. То есть я фиг знает, как это так получается. Я какая-то очень сильно контрастная. Я не могу
на чем-то одном сосредоточиться. Ощущении. То есть, с одной стороны, я очень сильно люблю свои стримы, хихикаю с них, блин, как прикольно сделано, ля-ля-ля. А с другой стороны, что-то не так пошло, и так все, у меня апатия. Я ненавижу себя, как я посмела это сделать. Наверное, знаете, я себя как создатель ненавижу, а вот как стример люблю. Наверное, что-то такое. У меня вот эти вот два понятия, они между собой конфликтуют, создают во мне такую жесткую, непонятную бурю эмоций. Понимаете, насколько все сложно вообще? Ну и фиг с ним. Знаешь, Воми, та моделька, что с хвостиком у тебя... Мне Уэсли напомнил. Помнишь игры эти? Про Уэсли, да, помню. Даже Хлебушек рисовал мне на день рождения в прошлом году мою модельку в виде Лейси. Я не умею букву Л выговорить. Вот. Мне до сих пор в альбомчике она есть. И вот тут есть сейчас. Давайте вернем тогда штучку. Слайд-шоу давайте вернем. Вернем слайд-шоу с самыми крутыми рисунками, потому что на них я. Это когда утром смотришь в зеркало и хочется в него плюнуть, а вечером, о, какой красавчик. Вот у всех так. По утрам я выгляжу просто непрезентабельно, а ночами у меня пропадает какая-то, блин, утренняя припухлость, у меня как будто бы кожа становится белее, глаза больше, я фиг знает, как так получается. Вечерами и ночами я выгляжу просто сногсшибательно. Почему я не могу выглядеть так по утрам? Где Лейси? Вот Лейси, вот. Так что знаю, я знаю эту серию игр. Ну, красота вообще. Я безумно благодарна за все рисунки. Я, кстати, когда их собирала, я удивилась даже, что нифига их много. Ну, с утра мы все немного зомби, при том не первой свежести, особенно во рту воняем ужасно. Вспомню еще одну темку комьюнити. Береза. Точняк. Я фиг знает, почему. Это потому что первый раз, когда мы использовали березу, я играла в Майнкрафт, и мы заспавнились в березовой роще. Короче, если кто-то не знает, позывной береза у нас есть, да? Если я чувствую, что, возможно, стрим немножечко подлагивает или отстает, я прошу людей написать в чат «береза», чтобы я поняла, плохо все или все хорошо со стримом. Ну просто такой стримерский позывной. Реву береза, береза! Вообще. Ой, я знаю, что сделаю. А ну-ка. Мне, кстати, очень жалко, что Ота нету на стриме. И Корневил только поздоровался и убежал. Мне очень жалко. Ну и ладно. А ну-ка, я жду, что там Ситри напишет. Тушоночка, кстати, тоже убежал, очень жалко. Это, кстати, рисунок моей сестры. Это рисунок моей сестры. А ну-ка. I'm a Vomi girl in a Vomi world. Life is plastic. It's fantastic. You can brush my hair. Andres Milniver. Imagination. Life is your creation. 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 Блин, звучит так по-французски. Life is your creation. Вообще красота. Я мешап захерачу по тебе, наверное, или типа того, типа брейкор, как у них. Нифига, я буду ждать. Это было бы очень круто. Брейкор с моим участием, это было бы просто офигенно. Это было бы очень классно. Я бы такое послушала, посмотрела. Блин, мне даже стримы заканчивать не хочется. Помню, как смотрела, как ты пилишь многие стримы, тоже начало стрима по Демента, да. Ты же постоянно рядышком со мной сидел. Как же я люблю брейкор. Думаю, должно получиться классно. Должно получиться суперски. Знаете, я сейчас в таком состоянии, когда я просто сейчас опираюсь на чат, чтобы что-то сказать, потому что в моей голове сейчас очень-очень пусто. Я прям вообще, я не знаю, что мне сказать. И в обычные моменты я бы, скорее всего, сказала, что «О, все, уже поздно, мне хочется спать. Хочется уже, знаете, давайте заканчивать, там вся ерунда». А сейчас мне хочется просто сидеть в тишине, лишь бы стрим не выключать. Для меня вообще табу сидеть в тишине и не говорить, не вести трансляцию, знаете? Что для меня это всегда была такая важная пометочка для стримера, все время болтать и быть в моменте. То есть я не позволяю себе молчать, мне нужно все время держать внимание, как мне кажется, зрителя. Но опять-таки, это такое правило я себе поставила, когда я начинала. А сейчас мне уже нечего сказать, я уже сказала все, что только можно. А заканчивать
Мне не хочется. Мне не хочется заканчивать. No thoughts, head empty, you're goddamn right. I have nothing to say. I've said everything I wanted to say. But still. I don't want to stop the stream. Вообще не хочу. Не заканчивай стрим, оставь включенным и иди спать. Ну так не делается. Утром же, наверное, когда-нибудь придется это выключить трансляцию. И среди всяких YouTube такого другого трепача не встречал. Да, у меня вибратор без языка просто, ну, бывает такое, это генетическая особенность. Генетически так сложилось. Кто же теперь будет радовать меня своими стримами после тяжелого дня? Боже мой, нет, не дави мне, пожалуйста, на чувство вины. Я же разрыдаюсь сейчас, ну нельзя такое мне говорить. И делай, как Диана Найкова в свое время, просто все стримы, да, одновременно пилить на одну трансляцию. У меня же не так их много. Месяцев через 5 выключишь, когда я как раз таки все подготовлю, да? Ну и хотя бы большую часть подготовлю. Суббота, 15:00. СК. Да. Ну как мне вас оставить-то? Мне так не хочется это делать. Мне... Ну это надо. Это правда надо. Все-таки... Мой мини-тени из меня душу выключай! Спасибо, тушенка. Отрезвил. А просто я... Еще и в воскресенье будет стримы уютно из-за своей простоты. Да вообще... А сейчас я, к сожалению, не могла стримить в воскресенье. Вот тогда было время. Я еще иду... Помните времена, когда я 2 раза в неделю стримила? Вот это крутота вообще. Здесь суббота в 15 по МСК. В какую субботу? В какую субботу именно? Я не могу, ребят. Мне правда не хочется выключать. Мне хочется продолжать говорить. Я просто понимаю, что если я сейчас нажму остановить трансляцию, то типа все, я закрываю очень важную главу в своей жизни. И мне, понимаете, как от этого... Мне от этого очень, если честно, тяжеловато. Я думала, я смирилась уже. А я, судя по всему, немножечко все еще нахожусь в неком трауре. Мой муж как отдельный феномен в паре, но кто, блин, так считает? Я просто девочка, женщина, старуха. Что ж такое-то? Зато мы увидим, что на конечной заставке. А вы хотите увидеть, что на конечной заставке? Я старалась уместить как можно больше людей, но я понимаю, что я не всех смогла как-то изобразить, так что простите, пожалуйста, я хотела гораздо больше людей там изобразить. Райдена хотела, Бибекина хотела, но я, к сожалению, не знала, как это сделать. Но так что я просто, знаете, что образы тех людей, которые не выглядят... Соберись, тряпка, спасибо, мама! Которые не нарисованы как-то отдельно, вы нарисованы в виде Мэггота. Давайте так тогда. Сделаю по этому феномену веки, когда будет время. Боже мой, как же мне теперь вас не разочаровать при следующем образе. Я правда надеюсь, что следующий образ вам тоже понравится, что вы останетесь со мной, что мы еще с вами увидимся. Мы обязательно увидимся. Вы разгадаете все загадки, да? Если что, вы друг другу поможете. У вас есть Discord-сервер, у вас все еще есть группа ВК. Я сделаю хлеба админом в группе ВК. Короче, если вдруг что, мы еще с вами обязательно увидимся. Вы мне это обещаете, да? Боже мой. Все обязательно будет классно. Все будет лучше. Найду по пьяни, все решу. Я в тебя верю, птенец, молодец. Как мне теперь заканчивать? Если что, у нас есть инокорном, который вся инфа и Воми в квартире. Конечно, увидимся, я тебя найду, даже если сама все же сменю образ. Обязательно. Может, мы еще и вместе постримим. Теперь и тратить все баллами этого пайп не хочется, весь в слезах. Простите. Ну, немножечко эмоционально получилось, да. Спасибо. Давайте тогда будем прощаться. Судьба сведет обязательно. Спасибо.
Спасибо огромное вам за эти чудесные 2 года. Я обрела такое классное комьюнити, офигенное хобби, столько поддержки от людей я давно не получала. Я безумно благодарна за все. Приготовьтесь, металл-пайпы. Да, давайте, я знаете, что сделаю? Сейчас я металл-пайпы сделаю дешевыми. Сделаю дешевыми, чтобы специально для вас. Сейчас. Я знаю, как вы любите металл-пайпы. Вот так вот. Вот так вот сделаем. Чтобы вы меня сопроводили металл-пайпами. Уничтожили просто мою грудную клетку. Разломали мне кости этими металл-пайпами. И пердеж. Пердеж тоже хотите? Ну давайте. Давайте я все бесплатное фактически сделаю. Давайте, давайте. А типа что? Вот началось. Погнали, 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 погнали. Сейчас это еще не все. Это еще не все. Началось, началось. Вы веселитесь. Давайте, я тут еще вам делаю. Тут вам еще делаю. А еще делаю я. Бра. А еще я абсолютно синий, моя тут. Сейчас еще не все, еще не все. Бра. Давайте, еще. Ой, все, и теперь я не плачу. А, еще и кошачьи уши на меня Нифига, вы тут устроили. Мы тоже тебе благодарны. Спасибо вам еще раз, боже мой. Спасибо вам еще раз, ребята. Мы еще с вами увидимся обязательно. Спасибо вам за все. Я постараюсь... Ладно, не буду ничего обещать. Но я просто все еще хочу продолжить говорить. Спасибо вам огромное. Всего вам хорошего, всего вам самого наилучшего. Мы еще обязательно с вами встретимся. И... Погодите, что? Я уже прощаться готова была, Райден. Шо? Стойте! А пока всем все